Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь у нас только быстрые, краткие, емкие обзоры, а еще очень долгие стримы. И один из таких стримов сейчас вы увидите. В первую очередь, что интересно в этом стриме? В первую очередь то, что мы GTS-ки эти разыграем, это раз. А во вторую то, что мы поговорим с вами о Стратосах третьей серии, которые я очень долго и упорно пытался купить на просторах Китая. В итоге у меня это получилось только при помощи друга из Дальнего Востока. Вот. И сейчас уже можно купить и на Алиэкспрессе данные часики. В чем их плюс перед второй версией, я сейчас расскажу, распакую, покажу и расскажу, что у них не получилось, наверное, даже изначально в спойлере. Друзья, пишем, как меня слышно. Если слышно отлично, то тогда я, наверное, продолжу. Привет, Андрей, привет, Николай. Первый, второму прием. Ладно, давайте потихонечку. Первая коробка, как всегда, у них красивая. Красивая, приятная. Ничего особенного, мы уже к хорошему привыкли, правильно? Это раз. Два, чтобы интересно было определить по этой коробке. Первое, это что мы видим, это на 300 мАч у нас часики будут с аккумулятором. Модель уже называется A1928. Как мы знаем, они постоянно дают какой-то артикул. Конечно же, голубой зуб, здесь Wi-Fi не указан, по-любому здесь есть Wi-Fi. И все, модель у меня китайская, то есть ничего фееричного здесь не будет. Но для тех, кто хоть раз использовал MSFit, здесь специально у меня лежат Nexa, которые очень сложно купить, и Стратосы вторые, которые я доубивал до той степени, что у них оторвался штатный ремешок, и я использую пейсовские. То есть для тех, кто здесь первый раз, я на MSFit'ах, наверное, собаку съел, это моя тема, скажем так. Может быть, я в ней не особо там дико разбираюсь, но разбираюсь больше, чем большинство из тех, кто делает что-то в блогинге. Давайте построю план, так как основное для меня это стрим. В первую очередь через час я разыграю GTS-ки, вот эти часики. Во вторую я чуть-чуть обрежу, наверное, стрим после того, как он будет сохранен, поэтому ваши комментарии в этот раз, наверное, не будут видны. И в третью очередь, самое главное, я расскажу, что не смогли MSFit'ы, когда выпустили эту модель. Логично, сейчас уже цена этих штуковин упала до $199 за глобальную версию, то есть со всеми купонами, кэшбэками по картам вашим, вы можете, наверное, купить данные часики на 11 ноября, я думаю, ну, в районе 11-12 тысяч. Все зависит от уровня вашей ушлости. По ссылке в описании они $199, вот от этого можно и прыгать. Там 13 тысяч и дальше понеслась. 12 800 ниже. Купон, допустим, на 1000 и купон Алиэкспресса. Я думаю, реально до 12 купить, даже до 11. Что мы имеем? Мы имеем, как всегда, спичечную коробку, а-ля спичечный коробок. Снимаем. После того, как мы сняли, логично, я вас сейчас сразу предупрежу, я их доставал для того, чтобы сделать фотографию. Мало того, что... Это сейчас Егор 220, посмотрите, 11 ноября они будут 199 стоить. Предупреждаю всех, мата на канале нет, особенно на стримах нет. Предупреждаю всех сразу, что отвечаю на все вопросы в принципе, но если я даже не успею во время стрима вам ответить, вы всегда можете написать мне в ВКонтакт, в Facebook, либо написать в Телеграме в группу, но лучше написать ВКонтакте. Вот. Что у нас имеется? Имеется, конечно же, белая коробка MSFit'а. Она одинаковая для всех, и что у бипов, кроме Bip Lite, по-моему, она прозрачная у меня была. Достаем мы эти часики и что видим? Видим практически точную копию вторых Стратосов, внешне, за исключением стандартных вещей. Сейчас я достану ее. Я думаю, они нам не особо нужны будут, эти части упаковки, только для внешнего вида на стриме. Здесь у нас стандартно все вскрывается. Максимально стандартная. Почему стандартная, сейчас объясню. То есть у Стратосов у нас платформа была защелкивающаяся. Вот такая. Сейчас мы имеем платформу, сразу мы же достали уже, магнитную. Ну а магнитные платформы у всего сейчас идут. Что у GTS, что у GTR, что у Nexa. У всего уже вот такого же рода платформы, тоже магнитные. Видите, они даже, кстати, к Nexa, наверное, подходят. Сейчас проверим. Да. Фактически, ну,
похоже, во всяком случае. Наверное, это Nexus я сюда и, может быть, запихал. Но не в этом смысл. Смысл в том, что платформа магнитная. И достаем, что еще у нас здесь есть. Документация. Основные вопросы сейчас мы видели какие. Александр, еще один мат. И мне кажется, мне нужно будет вас заблочить. Я прошу вас больше этого не делать, если это YouTube не сделает. Имеем две документации. Документация какая? Одна документация бесполезная и по большому счету и вторая бесполезная. Почему? Те, кто пользовались хоть раз MSFit Stratos, вторыми, первые считаются Pace, ладно, вот со вторых я буду считать. Все прекрасно знают, что там считается VO2 Max, прекрасно понимают, что часы максимально напичканы какими различными датчиками, но по большому счету ничего особенного в них нет, что в Polar'ах, допустим, что в них, даже в Polar'ах, кстати, в некоторых больше датчиков. Я сейчас объясню каких, но мы потихонечку идем. Потихонечку идем к чему? К тому, что платформа магнитная, внешне они практически ничем не отличаются, то есть то же самое под карбон. Не хватает у нас кнопки вот этой, вместо одной кнопки стало две, вверх-вниз и назад-вперед. Отлично. На что обращается сразу внимание? На то, что помимо платформы, помимо того, что экран становится здесь утопленный, экран мы снимаем благополучно. Все, видим, экран утоплен, правильно? Экран у нас теперь красивый, утопленный, царапаться так сильно, как вторые MSFit, которые я замучил просто вообще, точнее вторые Стратосы, которые я замучил, мне кажется, в хлам, но очень сильно их люблю и царапал я их тоже по максимуму. Вот, отлично, вы их уже видите. Так вот, несмотря на это, я уверен, что эти часы будут также поцарапаны, притом более чем неплохо. Внешне выглядят они по моим личным меркам намного проще, чем вторые Стратосы. Почему такая штука? Ну, не знаю, наверное, из-за вот как раз обрамления. Размер экрана точно такой же, исключая того, что здесь датчика вот этой освещенности уже нет. То есть экран не обрезан, меня он в принципе не напрягал. Есть такие вот два красных треугольничка. Можете поближе посмотреть. По толщине они практически одинаковые. Чуть-чуть видоизменился пульсомер. То есть здесь у нас выпуклый, более выпуклый. Здесь если миллиметр, то здесь, наверное, 2. Все 2 миллиметра. Но главное не это. Главное то, что ремешок, хотя здесь выглядит намного проще, чем штатный у Стратоса, который у меня, кстати, порвался на футболе, и, как многие говорят, там месяц жил или полтора у кого-то. У меня жил ремешок от Стратосов бодрый год, пока в футболе мячом мне его не сбили. Вот. К чему это все? К тому, что ремешок как был хороший, так и остался, стал даже еще лучше. То есть внешне он намного проще, но носить их удобнее. Вот сегодня один день, правда, носил, но я уверен, что еще у меня практики будет по носке, бегу и т.д. и т.п. Очень много, бегать не стал, не хотел их не поцарапать, ничего, потому что хочется сделать приличный обзор после стрима. Я думаю, он вам будет интересен. Конечно же, по автономности и остальным плюшкам, конечно же, в течение 5 минут. С сапфиром пока ничего нет. Я скажу честно, я пытался купить эти часы где-то месяца полтора. То есть сказать, что печально это все было, ничего не сказать. Но идем дальше. Идем дальше мы к чему? Вот есть у нас ремешки. Я не буду тратить очень много времени, даже учитывая, что у нас стрим в этот раз. Не забываем, кстати, прожать лайк. Кому интересна данная тема, буду еще покупать подобные часы. Может быть, Суунту какую-нибудь или что-то подобное. Опять же, если кому-то интересно. Если лайков не будет много, то смысл, я думаю, также буду про Xiaomi рассказывать и все. С документацией решили. То есть это китайская вся лабутень. Ничего интересного здесь нет. Почему ничего интересного? Потому что все мы, пользуясь умными часами от MSFit, знаем, что нам достаточно скачать, без разницы iOS-системы или нет, на Play Market великолепную программу MSFit. После того, как мы ее скачаем, мы ее активируем, понятно, регистрируемся. После того, как мы активировали и зарегистрировали ее, мы просто добавляем устройство со стандартной кнопкой «Добавить устройство», выбираем часы и, как обязательно я сделаю в инструкции, которая особо никому в принципе-то и не нужна, но на всякий случай добавляете Stratos 3, они добавляются после того, как вы их добавили. Они появляются у вас в менюшке. После того, как они у вас появляются в менюшке, вы сразу идете в дополнительные и проверяете обновления. После того, как вы загрузите обновление, это понадобится, наверное, минут 40, часы готовы полностью к работе. Так вот, в чем особенность все-таки этих часов
Stratos 3 от Stratos 2, кроме кнопочек, магнитной зарядки, экрана, который чуть-чуть получается все равно больше, он такой же трансфлективный, и в принципе плюшки-то по большому счету те же, тоже 320 на 320 точек на дюйм, стекло Gorilla Glass 3, которое, я уверен, что также покроется моментально царапинами. Оперативки у нас всего 15 мегабайт, а по большому счету больше и не надо. И также флеш памяти у нас, как и было, 4 гигабайта. Из них там в 1,9 гигабайта мы можем что сделать? Правильно, закинуть туда музыку. То есть по большому счету то, что и было, то и осталось. Что я ждал от этих часов? Давайте сразу и честно. Насколько быстро разговаривать можно, ты в новостях не работал. Ильяс, я честно стараюсь говорить помедленнее. Если еще медленнее надо, то давайте буду говорить еще медленнее. Вот, что я ждал от Стратосов номер 3, честно. Я ждал, что они начнут поддерживать беговые лыжи. Вот я фанат Amazfit, я фанат Huami, Xiaomi, и же с ними вы можете посмотреть на канале обзоров, наверное, штук 40. Я ждал, что вот эти штуковины можно будет использовать на лыжах. Получил я этого? Сразу скажу нет. Это раз. Два. Что бы я еще хотел сказать? Не смотрите никогда никакие обзоры по поводу носимых гаджетов, без разницы от каких спортсменов, которые говорят, что их можно использовать в соленой воде. Я, конечно же, посмотрел и американцев, и французов, и даже успел посмотреть русских китайцев или китайских русских. Это очень опасная штука. То есть, если вы хотите убить девайс за 200 баксов, вперед. Целесообразность, ну, по большому счету, нулевая. Любой девайс в соленой воде, ну, ладно, исключая гарминов, наверное, по 60 тысяч, либо у вас есть гарантия, либо его юзать там не стоит. Сдохнут. Все дохнет. Притом в больших количествах. Почитайте форумы, и вы очень сильно удивитесь. Не забывайте, товарищи, прожать лайки. На сотня. Тема вроде бы хайповая. 2 месяца пытался купить. Дальше. По поводу нагрудных датчиков. Что я хочу сказать. Вот все пишут в комментариях, и мне спасибо, друзья, что пишете и спрашиваете, каким образом Стратосы 3 работают с датчиком сердечного пульса. Я скажу вам откровенно, я уверен, что вот сейчас они у меня фактически вот свежие, я сегодня их при вас распаковал, ладно, на час раньше для того, чтобы сделать фотографию. Вот, к чему это все? К тому, что Стратосы 2 работают с пульсомером идеально. У них нет практически никакой погрешности. Нет, понятно, вы десятку пробегаете, когда вы уже прям мрачно потные, и все поры уже забиты, они начинают подглючивать. То есть, если у вас пульс реально зашкаливает за 160, выше 160, после 10 км, разница в 5-7 ударов. Если до этого никаких пиков там, из разряда 180 нет. Вот у меня Polar H10, вы видите, уже такой чуть-чуть потрепанный, но все равно еще в более-менее нормальном состоянии датчик. Я тестил его с поларами 2. Я все равно бегаю с датчиком, потому что он все равно точнее, и когда у вас особенно какие-то перегрузки из разряда того, что вы бежите по местности там 3 километра, на 4-й километр начинаются подъемы. Вот тогда датчик начинает показывать правильные данные, а Стратосы начинают подглючивать. То есть там какие-то пиковые значения из разряда 180, вы думаете, вы умираете, по факту у вас показывает 160, там 157. Это тоже не хороший пульс, но я уже старый и не особо так дикий спортсмен. Саня меня зовут, Руслан. Вот, то есть смысл в том, что эта штука, конечно же, с датчиком будет работать отлично, и без него будет работать отлично, но если вы планируете заниматься спортом, то датчик вам нужен однозначно. Либо Polar H7 работают с Стратосами 2 и 3, либо Polar H10. Что еще хочу сказать? Если вы не планируете плавать вот в этих часах, не покупайте Стратосы 3. Почему? Потому что они стоят 12 тысяч. Есть такая модель а-ля Стратосы 1, Пейсы. Я не уверен, что... Я не думал, что я сейчас дойду в темах обзора до них, но так как я дошел, возможно, я даже покажу вам, как они выглядят. Я думаю, все прекрасно знают, но, возможно, кто-то и забыл. Ладно, где-то они... Все. Вот они а-ля Stratos 1, Stratos 2 и Stratos 3. Так вот, пейсы боятся воды. По большому счету, функционал точно такой же, как у вторых Стратосов и у третьих. И музыку можно слушать, только стоят они в 2 раза дешевле. Расход аккумулятора за 1 час с нагруженным датчиком пульсомером, к нас, скажи честно, то есть ты 10 часов к ряду можешь бежать или нет? Потому что Стратосы 3 живут 70 часов при беге. Ну, я не знаю, понятно, что если, опять же, если вы ультрамарафонец, я думаю, у вас есть спонсор, который купит вам гармины. Вот.
В правом нижнем углу, в правом нижнем это это Nexa. Их очень сложно купить, я их раздолбал на обзоре, очень сильно печались по поводу этого. Но у нас сейчас разговор по поводу Стратосов третьих, и как-то я плавно перешел на то, что целесообразность их покупки, наверное, только для тех, у кого есть реально 12 тысяч, для кого это первые часы, он планирует ходить с ними не в баню ни с какими подобными устройствами ходить нельзя. Вы можете в этих часах свободно плавать, желательно не в соленой воде. В пейсах первых нельзя, в Стратосах вторых можно. Царапаться они в идеале должны меньше, чем вторые Стратосы, но я уверен, что я их поцарапаю, опять же, не специально. И носить их, я уверен, намного удобнее, во всяком случае, мне было удобнее. Плюс заниматься какими-то с весами, допустим. Если у вас рука выжимается при отжиманиях, не знаю, планка прямая, еще что-то, вот эта кнопка магическая вам мешать не будет. То есть они, по большому счету, девайс-то допродумали. Мне не очень понятно, что они сделали с ушками. То есть вроде бы они их усилили, визуально они стали больше. Стиль они не поменяли. По весу сейчас я при вас вот даже не тестил я эту штуку, потому что сегодня я занимался, честно, обзором на теплую куртку Xiaomi с подогревом, которую завтра вы, возможно, сможете посмотреть. И мне это было интересно. А Стратосы сейчас мне интересно, как и вам. Давайте с ремешком сначала. Не, без ремешков, да? Наверное, честнее без ремешков же, правильно? С какими, возможно, в баню? Не с какими. Ну, как бы вы можете выделываться, что вы с Mi Band 3, Mi Band 2 ходите в баню. Ни с какими девайсами. Нет девайсов, которые тестируются на как бы контраст температур. Ну, это идиотизм. То есть физика расширения, сужения, я думаю, те, у кого есть образование выше среднего, примерно понимают, о чем я говорю, это без сарказма. 40 грамм у нас весит Стратосы третьи, 39 грамм Стратосы вторые. То есть по большому счету они даже весят одинаково, что вторые, что третьи. Так, есть наклейки на стекло и на Стратосы вторые, и на Стратосы третьи. Я это особо... кстати, пейсы весит 37 грамм. Пейсы выиграли по весу, тогда бежим покупать пейсы. Любил очень пейсы, пока не утопил их со второго раза в бассейне, за что мне мучительно стыдно перед самим собой. Кстати, те, кто у меня являются спонсорами, не забываем, что сегодня у нас сразу после этого стрима будет розыгрыш вот этих наушников Sabbath. Sabbath обещал нас уже как раз под них, а потом после того, как добавится еще 2 человека, мы разыграем где-нибудь также в темпе вальса One More, вот эти вот, у которых задержки нет в игрушках. Но это супер-мини реклама. Вот, дальше что идет? Дальше идет в первую очередь ультра-режим, допустим. У вот этих вот часиков проблема в том, что они жили 5 дней. Стратосы у нас любимые жили 5 дней. Конечно же, Always On Display был и у Стратосов, потому что здесь трансфлективный экран, так же, как и здесь, ничего не поменялось. Но у этих штуковин есть ультра-режим. Это когда они вообще практически ничего не делают. Вот. А-ля оболочка новая. И они благополучно после того, как... он мне рассказал, что он обновился или предлагает обновиться. Сейчас 5 секунд. Версия у меня китайская, друзья, потому что я не успел купить... Точнее, вот что мне успели купить, то я купил, и я очень этому человеку благодарен. Дальше. Что еще хочу рассказать? Вот эти живут, значит, 3-5 дней, эти живут 3-5 дней, эти живут 2 недели на очень жестком режиме, а по факту, наверное, недельку. Учитывая, что обнова прилетела, я думаю, недельку они будут жить. 2 часа они у нас заряжаются, аккумулятор на 300 мАч, есть Bluetooth 5 версии, Wi-Fi. Wi-Fi, конечно же, для обнов и же с ними. Если вы хотите закинуть музыку либо что-то подобное на часы, подключаете так и подключаете кабель к ноутбуку, и все. Возможно, будет такая же радость, что можно будет какие-то еще сторонние программы чуть-чуть закидывать. Да, вы можете закидывать сюда музыку через этот кабель, после этого подключать любые Bluetooth наушники, проводные сюда некуда вставлять, и после того, как вы вставите эти Bluetooth, подключите эти Bluetooth наушники к девайсу, делается это максимально просто. Через настройки вы находите вот этот значок соединения, я думаю, все видят. Мы делаем значок соединения, выбираем Bluetooth, достаем уши, я не уверен, что они не разряжены. Так, эти они разряжены, смотрите-ка. И вот сейчас они благополучно ищут. О, Sabbath,
Саббат. Все, магия, уже никому не нужно будет смотреть обзор. Не забудьте, кстати, посмотреть обзор, потому что пилить мне его придется довольно долго. Кстати, не забываем прожать лайк. Спасибо, что смотрите. Если есть какие-то вопросы, вот сейчас мы и можем их решить в режиме реального времени, особенно учитывая, что данный девайс не является особо популярным. И я, в принципе, понимаю почему, потому что всем кажется, что здесь много всего. По факту, плюс вот этой вот штуковины, это не то, что они могут работать с нагрудным датчиком, то, что они могут выкатывать музыку, к ним можно подключать наушники Bluetooth, и в них можно плавать, бегать. На лыжах кататься нельзя, только с горки эта активность у них не поддерживается. У меня, кстати, часы вырубались, вот эти Стратосы вторые на морозе. Я не знаю, как у остальных, 25 минут я бегу на лыжах, все, потом они дохнут. Ну, не дохнут, они потом включаются, но не радуются. Магия по поводу внешнего вида. То есть, я их купил вообще, Стратосы вторые, после того, как у меня умерли Пейсы. Но купил я, потому что они выглядят классно. Вот у меня узкая рука. GTS, кстати, мы сегодня разыгрываем, как вы все прекрасно помните, условия в описании. Но когда вы покупаете Стратосы, Стратосы выглядят на любой руке просто обалденно. Почему? Наверное, потому что больше ни у кого подобных девайсов и нет. Потому что ты понимаешь, что у тебя на руке вот все, что необходимо для того, чтобы стать а-ля профспортсменом. Заторможенность есть у него. Вот по мне, сейчас я их обновил. Давайте проверим 5 секунд. Это, скажем так, актуально относительно. Почему актуально относительно? Потому что модель, ну хотя модель не так уж и свежа. Стрим не лагает, поэтому вы в принципе можете посмотреть все виды активности. Давайте скажу какие. Так, ходьба, бег, велик, плавание, плавание в открытой воде, бег на беговой дорожке, дальше велотренажер, это этот арбитрек, вот это, как его, когда руки-ноги, без разницы, скакалка, просто пешая ходьба в гору, бег в горе, по горе триалка, скатывание с горы, катание с горы, большой теннис, футбол и скакалка, и вот это вот какая-то лабутень, я не помню, если честно, для чего она и как называется. По мне не лагает. Я сейчас могу, конечно, попытаться включить активность, если вам интересно, в режиме реального времени, но я нахожусь в помещении. Вот, и я не вижу особой целесообразности. Но давайте попробуем. Обычно, если честно, вот такие девайсы у Amazfit, видите, GPS не особо ловят. Тем более, я ими вообще ни разу не ловил спутники. Ага. То есть, прямо так. Сейчас я попытаюсь это дело закончить. Плохо заканчивать с китайским, да? Ну все, мы победили. Так. Вот это назад, назад, назад. Вот мораль стрима в чем? Минусы большие. В том, что тебе нужно каким-то образом в режиме реального времени понимать, что вот эти вот девайсы все делают. Ладно, давайте попробуем. Кстати, может быть, перезагрузка есть здесь? Будет интересно. Что у нас еще из вопросов? С NFC читал, что только китайская версия присутствует. Да, есть, ну хорошо, есть здесь NFC, но смысл? То есть смысл NFC нулевой. Почему нулевой? Ну потому что вы все равно ничего не сможете купить при помощи них. В основном это что? Это код. Вот. Через QR-код, если вы находитесь в Китае, то тогда вы можете покупать. Если вы находитесь вне Китая, покупать вы вообще ничего не можете. Вот GPS даже показывает где-то что-то. Дальше. Для тренировок в спортзале нужны бла-бла-бла. Да, я согласен, что в принципе вообще часы это довольно такая блажь. Кому она не нужна? Нужна эта блажь. Это в первую очередь спортсменам, которые бегают. Потому что все-таки, когда ты бегаешь, и бегаешь не только по стадиону, если ты не прям лютый профессионал, то тебе интересно в конце концов свои показатели улучшать. В чем плюс, по поводу стратосов первых говорят, допустим, что очень круто, что они могут показывать, точнее стратосов этих, что они показывают, сколько вам необходимо времени для того, чтобы отдохнуть. Но я вам скажу честно, что и эти показывают, сколько вам времени необходимо для того, чтобы отдохнуть. Стратосы вторые, у них такая же была лабутень, стоит $200. Дальше, что я бы еще хотел сказать. Ширина ремешка здесь 22 миллиметра. Сейчас я поперевожу, пока в режиме реального времени, для того, чтобы вы
примерно понимали, что по большому счету у вас есть, если Google Translate, первое время необходимо, конечно, к часам привыкнуть. На замену бипов что посоветуешь? Я всегда советую бипы, либо пейсы для начала, если вы плавать не планируете. Вот. Если вы плавать планируете, то тогда, наверное, что если вместо пейсов? Вот стратосы вторые можно купить, допустим. Что еще? Какие еще вопросы? По поводу, собственно, стратосов третьих. Здесь будет у нас еще магическая вещь такая, как элит-серия. Элит-серия, конечно же, будет, как всегда, с сапфировым стеклом. И по большому счету больше ничем отличаться не будет. Из навигации здесь помимо ГЛОНАССа есть GPS, Бейду и Галилео. Вот. Мне они в принципе не нужны. Да, новый GTS, соневский датчик у стратосов третьих, он у нас, сейчас скажу даже чей, правильно, Sony GNCSS, жизнь нормально. Вот, мне теперь главное из менюшки выйти. Чтобы выйти из менюшки, нужно понять, что здесь написано. Stratos второй есть. Есть ли покупить версию третьей? Я считаю, что нет, если честно. Это такой довольно странный подход, но в общем, нет смысла. Вот это вот слово «сдаться». Так. 5 секунд. Здесь. Есть. Конец активности. Мы победили их. А дальше. Да, слава богу, у меня есть несколько телефонов, и для этого они как раз помогают. Pace с GPS и кардиодатчиком по Bluetooth за час бега минус 30%. Как дела со стратосами вторыми, третьими, неважно. То есть вы больше 3 часов бегаете? Какая вам? Не знаю, я не помню, если честно. Если честно, я больше 20-ки не бегал никогда в стратосах. Вот, для меня 21 километр предел, поэтому как бы больше не обращал внимания. По-моему, половину съедала за 2 часа. Так, стратосы вторые актуальны. Чем все-таки отличие от вторых и третьих? Еще раз повторяю, что вторые и третьи это раз кнопка, 2 ширина вот этой ширина ушки, 3 пульсомер более такой гладкий, то есть меньше будет давить на ваше запястье. 4 это, я прямо сейчас ролик новый делаю, 4 это то, что у вас здесь утоплен экран, здесь нет, и здесь есть датчик. Место для датчика, здесь датчик расположен под экраном. Экран что там трансфлективный. Яркость по мне в принципе одинаковая. Автономность здесь больше. Есть ультрарежим на 14 дней, а так они живут 7, эти живут 5. Кнопки вот здесь логичнее расположены. Здесь большая кнопка, здесь вот эти маленькие, они соответственно вам не будут мешать, если вы отжимаетесь. И здесь магнитная зарядка, а здесь с щелчком. Вот и все по большому счету. Все остальные плюшки, которые ожидал, здесь отсутствуют. Для меня самое главное, что у этой радости Note 8 терпимо грелся. Нет, Павел, мне Note 8 Pro, вот этот, который у меня был, мне сильно не нравился. И что я могу о нем рассказать? Я рассказал на стримах и на обзорах. И, может быть, я еще выгружу обзор. Мне он не понравился. Хотя я его использую, опять же, даже использую для того, чтобы ролики делать. Что по поводу менюшки? Вот такая вот менюшка. Все это везде я пройдусь. Если кому-то интересно вот что-то из этого, можно сейчас посмотреть. Суммарная информация здесь. Вот она показывала нам пульс в течение дня. Это лабутень. Еще один важный, очень важный момент, как я считаю. Смотрите, это китайская версия. У Amazfit такая радость с их девайсами. Не факт, что вот эта вот счастливая китайская версия, потом на нее встанет английский язык. Допустим, у Nexa, почему я их сейчас здесь, кстати, положил, вот это вот китайская версия у Nexa. Но я сразу же нашел, каким образом сделать на ней английский язык. То есть для меня английский уже фактически как родной, учитывая, что я постоянно с девайсами мучаюсь. Здесь не факт, что у меня получится поставить, опять же, английский язык. И GTS-ки вот эти, которые я разыгрываю, к печали того, кто выиграет сегодня, они тоже на китайском языке. Потом, возможно, вы сможете их переподшить. Вот. Так, Ханди Гемер еще раз. Здесь нет мата, здесь нет на канале рекламы. Во всяком случае, во время стримов, кроме моей рекламы. Хотя я и не знаю, что я здесь рекламировал в принципе. Поэтому мораль проста.
Наушники мы подключили, слушать музыку можно, и слушать, кстати, можно громко достаточно, что я могу сказать. Никаких aptX и aptX HD, как я знаю, здесь у нас нет. А по менюшке ориентироваться, если у вас нет знаний китайского языка, особо радости тоже нет. По поводу watchface'ов, никогда стратосы не обладали какими-то фееричными watchface'ами, не было ничего у них прям супер ну не супер крутого, а супер крутого разнообразия, скажем так. У этих предлагается из циферблатов поставить какую-нибудь свою фотку. Я это сделать на данный момент не смог. Может быть, у меня телефон глючит, может быть, сами часы, но я предполагаю, что все-таки дело пока в прошивке. Вот такое количество циферблатов, их 9 штук. Так что, ну, по большому счету, это те же самые циферблаты, которые у нас есть на стратосах вторых. Что еще можно добавить? По цене они особо не отличаются, понимаете, когда вы спрашиваете вторые и третьи стратосы, я могу сказать, они стоят-то одинаково. То есть сейчас будет у нас распродажа, я уверен, что эти штуки стоят будут десятку где-то, если вот самые ушлые наберут чертова туча купонов, наберут кэшбэк, которым я пользуюсь, кстати, как всегда в описании к видео, и еще плюс, что они сделают, они кэшбэк с карты получат. И в итоге они где-то получат ту же самую цену, за что можно купить стратосы вторые. Почему бы я не стал брать стратосы вторые, честно? Потому что они все равно третьи чуть-чуть допилили. А учитывая не особо большую разницу в цене, при том, что здесь, по-моему, еще защита от воды чуть-чуть лучше. Вот. Стратосы или GTS, GTR. Однозначно всегда стратосы и Стратосы первые, вторые или третьи. Почему? Потому что в Nexo, кстати, можно, по-моему, и в Verge нагрудный датчик. А вот GTS, GTR нельзя вешать на них нагрудные датчики. И для меня это просто печаль. Вот. Особенно мне, конечно, понравились ремешки. Вот эти, они мне внешне не понравились, у стратосов третьих. Я когда смотрел обзоры, конечно же, я читал их и смотрел, потому что мне они не пришли почему-то в числе первых. Я обратил внимание на то, что их все хвалят, и я не понимал, потому что внешне они откровенно хлам. Ну вот сравните, допустим, у тех же пейсов ремешок стоковый, у тех же стратосов и у тех же вот этих вот полуубитых стратосов третьих. Может сейчас это модно, но по мне он довольно как бы плохо выглядит, но по ощущениям очень классный. Я не знаю, сколько такой будет стоить оригинальный, но точно не рублей 500, допустим, как у тех же GTS-ок. Вот, чтобы еще вспомнить, операционная система это MSFit OS здесь. Те, кто говорят, что это не умные часы, я с ними даже дискутировать не буду. Почему? Потому что на все эти штуки, включая пейсы, можно устанавливать программы при желании. Да, сюда нельзя подключить симку, с этих часов нельзя набирать смс-ки, и вроде бы даже калькулятор можно установить, кстати. Вот, но в то же время здесь нет микрофона, здесь нет динамика. Но в то же время какие здесь плюсы? Здесь плюсы в том, что вы в любой момент времени можете надеть кроссовки, побежать свою двадцатку, посмотреть, как вы ее эпично пробежали. И если занимаетесь спортом, это будет вас довольно неплохо подстегивать к увеличению спортивных результатов. Что мне нравилось во вторых стратосах, как и в первых, кстати. Да, не забываем прожать лайк, друзья. Если смотрите, и эта штука вам полезна, сейчас я обязательно буду отвечать на ваши вопросы. Но вас много, я один. А тема такая, скажем так, для меня животрепещущая. Почему? Потому что часы мне это достались очень-очень-очень сложно, благодаря моему другу, еще раз повторяю, но через 2 месяца. Вот. И тема эта не такая хайповая, как вам кажется, то есть часы дорогие, непонятно, что они умеют, непонятно, зачем они нужны, и почему не купить просто бипы с GPS, правильно, с датчиком. А все очень просто, потому что там нет нагрудного датчика, и выглядят они не так круто, как стратосы. Мне кажется, что как стратосы не выглядит ничто. Но может быть там какие-то часы за 400 тысяч из разряда омега. За городом GPS прекрасно работает при погрешность плюс пара метров. Кстати, вот по поводу еще отличительных особенностей тех же стратосов, пейсов. И давайте достану я бипы, наверное, какие-нибудь, любые бипы. Вот, датчик GPS у этого дела работает намного хуже, чем у пейсов, стратосов и стратосов третьих. В чем дело? В первую очередь, если вы занимаетесь каким-нибудь там паркуром, ну, вы будете расстроены, когда увидите карту на бипах. Не один десяток человек мне писал, потому что у меня довольно много роликов на бипах, что вот эта штука очень сильно глючит в городских условиях. Вот эти штуки глючат значительно меньше. Кубик читайте, старайтесь описание и же с ними. Вот.
Если еще один раз вы напишите мне что-то подобное, это я буду считать спамом и заблокирую вас, и вам будет неинтересно, когда у нас что-то. Афиша Боб то же самое я написал в самом начале в 19:20. Стрим сохраню для всех, кто сидит на стриме для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Вам не обязательно сидеть на стриме, это не такая у меня особая замануха, чтобы вот вы все мучились и слушали мои диалоги. В описании к видео я укажу время, во сколько был как раз определен победитель. Вот, поэтому прошу еще раз всех, кто смотрит для розыгрыша, уйти с стрима и не мучить себя и меня. Меня вопросами в первую очередь. Stratos 3 со Стравой дружит или с ран-статистиком? Еще раз, Виктор, дело в том, что Stratos 3 я сейчас при вас, в принципе, достал. Что я еще хочу сказать? Что Stratos 2 даже дружит, что с ран-статистиком, что со Стравой. Смысл в том, что вы просто иногда вам придется выгружать через сторонние программы. Вот сейчас я посмотрю, в принципе, через MSFit, это реально или нет. Раньше было реально. То есть каждый раз, когда я делаю какой-то ролик, я делаю ролик, обзор в режиме реального времени. То есть сегодня есть ли возможность или нет. Так, WeChat, Strava можно добавить. То есть, если вы можете посмотреть, то сразу же аккаунт Strava, Alipay и WeChat можно добавить к аккаунту в MSFit. Значит, что это значит? Значит, ран-статистик не факт, а Strava можно прямо вот с основной программы. Но если вам необходима вот эта штука, есть чертова туча сторонних программ из разряда Notified Fitness и же с ними, которые кормятся на данных часах, и они великолепным образом будут выгружать всю необходимую информацию, какая вам только нужна, куда угодно. Вот, как бы так. MSFit Pace за 4000-4600 нормально сейчас брать. Мне кажется, Артем, мне писали, что даже за 3600 можно где-то купить. Да, это очень круто, я бы с удовольствием купил. Где скачать Watch Face на Stratos 2? В вашем магазине напишите Watch Face Stratos 2 по-английски, и у вас будут выкинуться много-много всяких программ. Серхи, после твоих обзоров купил жене GTR в розовом золоте, самый красивый девчачий цвет, спасибо за обзоры, так держать. Спасибо, что купили, спасибо, что вам это понравилось, потому что не факт, что... Хотя нет, чаще всего то, что я советую, это людям нравится. Почему? Потому что я очень критичен, к сожалению, для себя. Потому что лучше говорить: о, бегите, покупайте. У меня, к сожалению, так не всегда получается. NFC здесь бесполезно, еще раз, Адам. Напоминаю, что NFC работает только в Китае у этого дела. Может быть, в глобалке будет работать, но я такой информации не знаю. Кто знает, можете сейчас написать. Все-таки сейчас у нас стрим. Ждешь анонса новых часов от Xiaomi? Анонс должен пройти в 5 числах. Нет, не жду, потому что у меня в ближайшее время будет 100 тысяч подписчиков, а как только у меня будет 100, я обещал рассказывать вам о всяких топовых девайсах, которые я изначально мне не нравятся, которые я тестировал, когда брал у друзей, но ввиду того, что канал располагает, плюс я обещаю, GT2 я уже купил, Watch, Huawei-вский. Huawei фирму я люблю, но я знаю подводные камни вот этих часиков. И они мне уже, к сожалению, не нравятся, поэтому если вы планируете их покупать, ни в коем случае не смотрите мой стрим на них, когда я буду их также распаковывать, как Stratos, и ни в коем случае не смотрите мой обзор. Дальше у меня пойдут Galaxy Buds, на которых тоже у меня зуб, потому что я их тестировал и уже, но я хочу опять же при вас открыть новую упаковку, вдруг у них там с прошивкой что-то магическое произошло, и расскажу. Соответственно, все вот такое хайповое будет теперь проходить через мои руки, почти теперь. Осталось 3500, ну 3700 где-то. Nexa или Stratos 3? Меджи. Вопрос в том, что если вы находитесь в Беларуси, у вас есть возможность подключить eSIM. То есть с этих часов уже можно звонить и разговаривать. То есть это аналог Apple Watch, но здесь eSIM. И дело в том, что eSIM, к моему величайшему сожалению, в России, как я знаю, не используется. Где-то там тестируется, где в итоге я так и не узнал. А так часики просто топ. И если прям вам нужен а-ля компьютер на руке, я бы их взял. Так я их и взял, потому что они мне понравились. И они мне понравились, кстати, больше, чем первые Verge. Но из тех часов, которые понравились моей супруге, она носит исключительно Verge первой серии. Ей в них удобно бегать. А бегает она, дай боже, уже по часику в день. Вот. Так что спорт — это не только спорт, это еще и фэшн. Красота, как говорится. Красота победит мир. Какая мощность у Vibro в плане... Пожалуйста, скажи. Александр, каждый раз, когда у меня кто-то спрашивает по поводу Vibro, у любых наручных девайсов, я уже говорю
оно плохое. То есть где-то больше, где-то сильнее, где-то слабее. Но если вас не будет часы, они вас будить и не будут. Я купил себе TicWatch Pro. Адам, я очень рад за тебя, но TicWatch Pro мне безумно не понравились. Не смотри мой обзор на C2. Спасибо за ответ. А по поводу пульсомера, что скажете? Врет он при высоком пульсе? Лучше подключать нагрудный? Да, лучше всегда подключать нагрудный для того, чтобы у вас, еще раз повторяю, были прямо точные данные. Потому что, к сожалению, мы не идеальны. У нас там пот образуется и т.д. и т.п. И часы тоже не вечные, подглючивают. Вот эта штука не подглючивает никогда. Плюс, я говорю, когда ты бежишь, особенно какие-нибудь горки, вот это, когда часы тебе показывают 186, тебе хочется побежать куда-нибудь к медикам. А когда нагрудник показывает в то же время 165, ты думаешь, ну и черт с ним, как-нибудь там пробегу, и дальше будет все хорошо. И дальше становится все хорошо и на этих часах, и на нагруднике, но у вас нет периода этого стресса. Посоветую полноценные умные часы с формой и возможностями Apple Watch. Apple Watch, скузи. Вот насмотрелся обзоров, а потом NFC ассоциируются с оплатой. Вы перешли на уровень собратья по разуму. Сэнди Джеймс, спасибо. Если еще пару спонсоров у нас добавится, то у нас будет не только Sabbath сегодня на розыгрыше, а еще One More, вот эти вот наушнички. По-моему, 2 человек еще не хватает. Но это уже лирика. Почему? Потому что я уже говорил, что каждые 10 новых получается спонсоров, и я провожу розыгрыш. Уже 2 розыгрыша было, кстати. Вот, сегодня еще будет 3-й, и к чему это? К тому, что я опережаю график, но ничего страшного, лучше разыграть больше, чем меньше. В правом верхнем углу, что за часы, сколько держит заряд. Это Amazfit Nex, несколько обзоров у меня на канале на них есть, посмотрите. Если хотите посмеяться, посмотрите обзор на Amazfit Pace. Вот, пьяный наводчик, то же самое, мне придется тебя заблокировать, еще что-нибудь напишешь. А когда розыгрыш GTS, там на видео уже 5000 лайков, а именно сегодня розыгрыш GTS, потому что уже есть 5000 лайков. А люди писали, что не будет. Кстати, еще по поводу лайков, есть 2000-й Tronsmart 2 колонки, очень-очень классные, но там, наверное, тяжело набрать 2000 лайков. Но факт в том, что я еще жду там 2000 и еще колонки потом разыграем. Розыгрыш в 19:20. Еще раз повторю, буду банить тех, кто будет спрашивать. Бацы понравились или нет? Бацы. Какие именно, Виталий? Самсунговские бацы вообще не понравились. Хотя, может быть, я говорю, я закажу сейчас новые, может, они придут с новой прошивкой и как-то буду надеяться, что понравится. Эмир, стратосы или пейсы? Что купить? Стратосы однозначно. Хотя это и есть стратосы, это и есть пейсы. То есть вот это пейсы 1, 2 и 3. Про не очень понравились, но пока ничего лучшего не нашел. А Адам, вот я о том и говорил, что прошки это прям... TicWatch очень плохая фирма. Все, кто подписан на меня и кто планирует их купить, запомните, Польза.нет говорила, что фирма очень плохая. Кстати, если что, меня зовут Саня. Если кто-то не знал, хотя я не уверен, что всем эта информация нужна. Стратосы 3 не пробовали морозить ниже минус 20, вырубаются, как и вторые? Нет, сейчас у меня нет минус 20 за бортом, поэтому я не могу сказать, что будут со стратосами. И хотел бы я еще отметить, что по поводу стратосов 3, что магия в том, по отморозке, что все равно лыж-то нету. А так как нет лыж у нас, то смысл? То есть лыжи есть только с горы, а так, я отслеживал пульс, отслеживал расстояние, но не особо это фееричная штуковина. Как подключить нагрудник Stratos 2? Так же, как Stratos 3, вы берете нагрудник, Polar H7 или H10, либо китайские, которые советовали, которые мне так и не приходили. Выбираете значок наверху настройки, дальше подключение, на русском языке вам будет понятнее, дальше Bluetooth, и Bluetooth должен показать вам Polar, и скорее всего он не покажет, сейчас я их надену, если не сел, что вполне возможно, кстати, наш счастливый датчик. Но если даже сел, то я туда вставлю новую батарейку и будем еще разок искать. Правильно? Кто ищет, тот всегда найдет. Вот, и после этого он должен видеть Polar, соответственно... кстати, иногда он видит только при беге. То есть смысл в чем? Вы заходите в программу бега, допустим. После того, как вы заходите в программу бега, вы заходите... Так, поспешил. Сейчас 5 секунд покажу. То есть тут целая химия. Сбросить... И по поводу спорта, я обязательно пробегу с них там ту же 100,
Я сейчас не особо спортсмен, но двадцатку пробегу. Вот, пробежусь 100-200 километров про Стратос и третий, чтобы рассказать. И потом расскажу, потому что все эти футболы, либо прыжки на скакалке, еще что-то, эта штука субъективная. А вот каким образом они будут себя при аэробных нагрузках проявлять, вот проверим. Может, еще поплаваю там. Пару-тройку километров проплыву, потом буду делать обзор, то есть обзор не будет, скорее всего, прямо завтра. Саня, сообщение приходит на Стратос необрезанные, звонки отклоняет. Я честно не пользуюсь этой функцией, перед обзором расскажу. Можно сейчас попробовать соединить, но это все будет долго, а 296 человек сидят и ждут чего ждут. Давайте нагрудник подключим в первую очередь, а потом уже все остальное. Правильно. Какие еще есть? Долго еще до розыгрыша? Егор, вот вы первый, кого я заблокирую. Бум-бум-бум. Очень жаль, что подписчиков больше нет. Обычно 2-3 человека у меня блокируются во время стрима. Помогайте товарищам, те, кто спрашивают по поводу розыгрыша, еще что-то, потому что, наверное, 1002 человека у меня заблокировано. Ну, не 1002, но, наверное, 1000 точно. Вот здесь есть такая штука, аксессуары. Заходите в аксессуары, вот, видите, Polar подключено, то есть они уже подключились. И вот после этого вы уже можете юзать. Такой алгоритм работает и для пейсов, и для стратосов третьих. Конечно же, как только вы купите себе нагрудник, вы будете знать, что его нужно сначала смочить. Конечно, там довольно быстро дохнут батарейки, если вы не вытаскиваете их. Но, в принципе, процесс примерно одинаковый. Вот, привет, что сделать, если Amazfit Bip или Stratos 2? Вторые. Ровно держи, не видно ничего. Окей, что вам показать еще? Аксессуары. Полары. Пытается подключиться, потому что я их снял, контакта нет, соответственно. Соответственно, он их сейчас уже не найдет. Вот этот вот датчик, потому что должно быть замыкание. И потом вы уже используете их. Желаю всего лучшего на канале. Спасибо. Дальше. Stratos 2 плохо считают в воде. Проплываешь 100 метров и на часах больше 60 метров, не больше. Нодмал, напишите, пожалуйста. Скорее всего, вы имеете в виду бассейн. Потому что в бассейне там вообще химия долгая. По поводу Стратоса вторых, по поводу вот всех этих особенностей из разряда спортивных каких-то достижений ваших, либо данных, бег, плавание, еще что-то, они начинают работать только после того, как вы их нормально прокачаете. Не знаю, как объяснить. Проще говоря, чем дольше вы их носите, чем больше активности у вас есть, тем грамотнее и правильнее у них информация. То же самое будет с третьими. Программа адаптируется под вас. Вот, допустим, вы пробегаете сегодня 10 вечером, уставший, у вас там пульс зашкаливает, полная вообще какая-то хламантина со здоровьем, но вы потом ложитесь спать. Часы благополучно соединяются с программой в течение ночи, допустим, ну вот с этим MSFit великолепным, выгружают ваши данные и наблюдают такую картину, что вы супергеройски за ночь снова обновление пришло. Вот, за ночь восстановились. И как только вы остановились, как только вы восстановились, они вам показывают не 5 суток нужно восстанавливаться, допустим, а 3. Вы походили днем, они заметили, что пульс-то нормальный у человека, и активность зашибись, и не уставший он ничуть. И они делают уже сутки. И в течение какого-то времени, там месяц, наверное, даже меньше, 3 недели, они под вас адаптируются. После того, как они под вас адаптируются, вы получаете более реальные данные. Более реальные данные по расстоянию, более реальные данные по пульсу. Coca-Cola, спасибо большое, но мне придется вас заблокировать. Вот ненавижу, зачем приходить на стримы. И да, давайте я кого-нибудь сейчас сделаю, если не сложно, администратором. Кто же есть желающий во время стрима? Еще раз, по поводу чего... Так, давайте я вас администратором еще сделаю, модератором, если не против, Андрей. Как насчет времени, как долго держит? Держит вот это 2 недели в автономке, 7. По факту вот это 3, 5, 7 дней. То есть это Stratos 1, 2 и 3. Ну, примерно. Опять же, по поводу 7 дней я скажу вот так. Почему? Потому что я их еще не тестировал. Как только я их протестирую по-нормальному, так только расскажу. Виталий, давайте без грубых слов по возможности. Почему? Потому что у нас добрый канал. Добрый в плане чего?
Молодежь приветствуется, та, что не использует мат, раз. И два, да, здесь в основном сидят взрослые дяди, у которых есть финансы, есть интересы и, скорее всего, еще чаще всего, особенно вот в таких темах, интересующиеся спортом в какой-то мере. Бесплатно даем модератора. Спасибо большое, Александр. Очень жаль, что вы от нас тоже уйдете. Было бы хорошо его заблокировать. NFC есть, оплаты нет. Да, Сергей, вот все это не может платить в Российской Федерации, чтобы вы не покупали. Как перевести GTS на русский или английский? А никак на данный момент, я не знаю как. Скорее всего можно, но я не интересовался, скажем честно. Я знаю, что можно без проблем уже телефоны, вот это вот Redmi Note 8 Pro, который благополучно я обозревал, я еще пообозреваю, продать в Петербурге я его не смог, я его буду перепрошивать на русский язык. Почему не смог? Там причин много, но в первую очередь моя лень, конечно. Вот. Обзоры на канале Redmi Note 8 Pro не советую, даже 8 гигабайт оперативки вот это дело тормозит. Как вообще существуют часы? Какие вообще существуют часы с возможностью оплаты? Их очень много, я не буду их перечислять. Лучше Apple Watch 3 серии купить и все. Взрослые дяди с финансами как раз тут и не сидят. Андрей, вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно. Вы даже не представляете, как бывает много денег у людей, которые смотрят YouTube. Вот. Допустим, я смотрел подобные штуки, когда меня это интересовало, когда у меня не было канала. А я считаю, что у меня приличная зарплата. Ладно, не будем о грустном или о веселом. Привет, подскажи, пожалуйста, был ли у тебя обзор на диспенсер Xiaomi? Да, был. Еще раз, на канале 360 обзоров, вот когда я говорю в начале, вот сейчас я сказал Tube 361, это значит 361 ролик уже был на канале. Из этого всего, наверное, 20 о часах, 20-30, около 100 наушниках беспроводных, и все остальное это товары Xiaomi вперемешку с топами, топов штук 15. Обязательно посмотрите, если вас интересуют вообще вот подобного рода товары. Последние я делаю максимально легкими, без какой-то лишней информации. Смысл этой лишней информации не вижу. Почему? Потому что на каждые вещи в моих топах у меня есть отдельные обзоры. По всем ним вы можете задавать мне вопросы, ВКонтакте лучше всего. Браслет у тебя на часах классный, тоже себе такой закажу. Всего 3-4, по-моему, 4 доллара. 4 доллара 30 центов. И магия в том, что я такой же покупал за 2000 рублей, я не помню где. Но, в общем, это печаль. Но печаль не печаль, потому что это 4 бакса. Все-таки за 4 доллара можно тоже классный купить. Что за кроссовки можно зимой взять? Алтай, любые. Это не деньги, а слезы. Андрей, хамство тоже не приветствуется. Вместо блока лучше уйдите, если вам здесь не нравится, и все. В третий раз спрашиваю, что из этих часов лучше подходит для спортивной ходьбы? Спасибо за ответ. Что лучше по финансам вам подойдет, и все. Вы можете Amazfit Bip купить, и все. Потому что спортивная ходьба... Если вам нужен пульс четкий, то тогда пейсы первые, потому что вам плавать все равно не надо, пейсы и любой нагрудный датчик можно даже за 1500 купить. На форумах есть, какие подходят, мне просто их не присылали из Китая. Ты погубил мне 2 вечера, залип на твой канал, пришлось подписываться. Сергей, очень благодарен, так есть много хороших девайсов, и о них я чаще всего рассказываю. Адам, моя жена из Петербурга. В Петербурге я был последние 10 дней, а сейчас уже вернулся домой, чему очень рад, потому что домой, потому что к семье. Вот. Сколько держат заряды Стратосы? 3, это Pace, Stratos 2, 5. Стратосы обычные 7, в режиме ультра 14, но я не вижу смысла в режиме ультра их использовать. Хотя, если вы, опять же, вот, вернусь к чему? К тому, что стратосы вторые, почему-то мне всегда казалось, люди покупают исключительно из-за спортивных функций, что ним нагрудный датчик можно подключить, что они в открытой воде уже считают, сколько можно проплыть, что они там супергеройски могут выдержать у вас, не знаю, там бег на 100 километров по GPS, чтобы трек показать. Нет, у меня, оказывается, несколько знакомых покупают их просто из-за внешнего вида, потому что сами они по себе крупные, то есть там человек 120 килограмм, и, блин, на них выглядят они реально круто, и не важно, что это спортивные часы. Плюс автономность более-менее 5 суток, и трансфлективный дисплей, который виден всегда, ну, нормальная штуковина. И плеер. Ну, проще говоря, не рекламирую, но в общем смысл в том, что стратосы вторые носят еще из-за красоты. Если у вас есть лишняя десятка, почему? Почему не взять пейса или стратоса, если они вам внешне подходят? Зашел в магазин Swatch в Петербурге, в Меге, буквально там 3 дня назад и прослезился. Люди покупают вообще
Пустые часы по десятке, непонятно зачем. Не такой это супер бренд, а мы рассуждаем, стоит ли потратить 10 тысяч на такие штуковины. Капец, 350 обзоров, подписывался, помню, 101. Ну вот да, был и 101. Mi 9T или Mi 9? Мне Mi 9 не понравился, Puma, поэтому я не могу тебе сказать. Слышал о беспроводных наушниках Mamus Lite. Скорее всего, Паму, Вячеслав, они стоят космос, на Алиэкспрессе не купить, поэтому мое отношение негативное. По поводу всех наушников или всех девайсов, которые вы советуете не с Алиэкспресса, я сразу вам отвечу, что мне 35 годков, напоминаю, я древний блогер такой, древний, но компьютер первый свой собрал 6 лет. А шопоголиком я стал, наверное, с детства. Почему? Потому что отец неплохо зарабатывал. К чему я это все веду? Алиэкспресс самая большая площадка в мире. Есть такая тема, что если вы не можете что-то купить на Алиэкспрессе, скорее всего, этот товар не хочет отзывов о себе. Почему? Потому что, согласитесь, что лучше продаваться везде. Если вы не можете купить Pamus Lite, а их не купить на Алиэкспрессе, скорее всего, это тупо сетевой маркетинг. Из разряда того, что я купил пылесос, потому что ко мне пришли дяди и рассказали, какой он крутой за 120 тысяч. И следующий товарищ также купит. Но если я выгружу этот пылесос, понятно, о чем я говорю, в интернет, люди начнут его покупать на той же Алишке, начнутся отзывы по поводу того, сколько стоят расходники и т.д. и т.п. Люди поймут, что это разводилово. Лохотрон. Соответственно, это дело не продается. Вот Pamus Lite и подобные штуки по космическим ценам, $150. Я не знаю, откуда они это берут. Я считаю это чистой воды лохотроном. Я очень не люблю фирму Weiser, потому что там все время уродские продавцы. И не люблю фирму Transmart. На это уже был обзор, это для примера. На это еще не было обзора. Обычно негативные у меня обзоры на эти товары, но магия всей вот этой лабутени, о которой я рассказываю, она продается на Алиэкспрессе. Они не стесняются плохих отзывов, они не стесняются продавать, иногда хлам, но люди покупают из-за цены. А вот всякие особые товары по 180, по 200 баксов. Ответьте себе на вопрос, за что вы платите. Когда вы платите $200 за AirPods, вы платите за понты и бренд. Плюс за гарантию, когда вы можете принести их, сказать, они у меня сдохли, и вам принесут новые. А здесь за что? За блогера, который будет в ладоши хлопать и орать: давайте покупайте, вы будете супер. Да, вы будете супер. Супер в каком-то смысле не особо умными. В 90-е годы как раз таким образом разводили у метро в больших городах. Я думаю, те, кто древние, знают. Так, какие беспроводные уши купить? По поводу всех беспроводных наушников. Специально кроссовок поставил. Кроссовок Xiaomi. Часов, браслетов, фитнес-браслетов и же с ними. Есть топы на канале с моим мнением. Посмотрите их, и там буквально всегда 5-10 минут вы поймете, что я советую. Вот. Puma Max, MPAU. MPAU фирма норм. Денис, вы скиньте мне ВКонтакте, я с удовольствием их куплю, если это аналог Puma. Вот. Почему? Потому что они продают на Алишке. Уважуха. Так я спрашиваю про эти конкретные часы, умеют ли они или нет. Сергей, напишите полностью. Почему в Redmi Note 8 Pro не брать? Ты же их хвалил, я собираюсь их брать. Что теперь делать? Ливенцы, по-моему, вы не все смотрели, что я рассказывал. Посмотрите полностью и стримы, и же с ними. Почему? Потому что греется этот телефон, и с новой прошивкой греется. Играть в него плохо. Хотя снимает он хорошо. То есть, если вам нужна камера, за эти деньги он топ. Мне 40. Адам, уважуха. Купил себе наушники One More Style, наушники Puma. Ага. Ок. One More — это те же самые фактически Xiaomi. Русский язык будет на стратосах, я уверен, в глобалке будет, почему нет. Puma Puma, и больше не спрашивай. Какие часы с MSFC вы можете посоветовать? Либо Samsung, но я их тоже буду обозревать, они подтормаживают, но вот Samsung — это хотя бы стабильность. Либо берите Apple Watch. Третий хотя бы, если у вас яблочный девайс. Такой. Денис Федоров, спасибо. Так, видел машинку для стрижки волос? Уже заказал. И за 700, по-моему, 2 стрижки. Успеете ли вы выпустить обзор Stratos 3 к 11? Если надо, если лайки будут, допустим, 500 лайков мы сегодня наберем, расскажу я о Stratos 3 до 11. Хотя это мне будет стоить много здоровья, как я уже обещал. Я постараюсь по максимуму набегать в них, чтобы хотя бы... Так, подлагивает стрим. Очень жаль, что-нибудь попытаюсь сделать с этим. Хотя пока не знаю, что именно я могу сделать с этим. Потому что вроде бы все девайсы, какие только есть, у меня отключены. По поводу, давайте, стратосов третьих. В общем, у них 19, еще раз, 19 у нас режимов. Мне нужный режим
беговые лыжи отсутствуют. 70 часов можно бежать в них, используя GPS, это, можно сказать, суточный бег. Плюс еще можно, конечно же, наушники подключить и нагрудный датчик. Все это они поддерживают. Трансфлективный дисплей на 1,34 дюйма. И что еще прикольного такого, чего нет у нас, допустим, во вторых стратосах? Да по большому счету все. То есть 70 часов в Power Saving Mode, это 14 суток они могут в особом режиме, который, я уверен, что очень мало людей будет использовать, потому что если вам нужна красота, вы купите GTS или GTR. Если вам не нужны нагрудные датчики и музыка, которая тоже такая сомнительная в плане, ну, для бега она, да, нужна, а так нет. Весят также они, как Stratos вторые, 40 грамм мы уже взвешивали. И Bluetooth, Wi-Fi, GPS-модуль получше, чем здесь, я как раз это, наверное, проверю. Очень удобная платформа, потому что, ну, как и всех MS-фитов сейчас. И что, если вы купите на китайском языке, не факт, что вы сможете сделать их на русский или английский. Плюс они сопрягаются только с Android 5 версии и iOS 10 версии. Ну, по большому счету, это, наверное, все девайсы. Очень сложно найти что-то лучше, что-то хуже. Соединяются с той же программкой MS Fit, как все остальное. Мне 47 лет, через 8 дней я супер древний. Да, Алексей, мы уже супер древние все. Саша, по своим ощущениям, что лучше, Stratos 2 или 3? Я не могу отключиться от мысли, что мне Stratos вторые больше нравятся. В первую очередь, наверное, из-за внешности. Мне вот этот утопленный экран, что логичен, который логичен, он мне меньше нравится. И кнопка большая мне нравилась, хотя, да, для отжиманий, ну, неудобно, ну и черт с ним. Не знаю, я в первый раз, наверное, скажу, что вот здесь они чуть-чуть перемудрили и не сделали то, что я ожидал. То есть сформулируют проще. Они должны сделать были космос, а сделали то же самое. Вот. Могли сделать космос. Почему они это не сделали? Ну, обзор, конечно же, у меня будет более лояльным, но зачем? Дальше. А есть информация, когда будет в продаже Stratos Trilla Elite Edition? Не, Сергей. Понятия не имею. Вы можете написать продавану на Али по ссылке в описании. Может, он вам их найдет. Сань, сори за офф-топ по звуку Meizu Pop 2.1 или те One More, что на столе. По звуку, конечно же, Meizu Pop, но эти громче. Meizu Pop тише. Что делать, если заказал на Али наушники, а после этого продавца заблокировали? Вам все равно вернут деньги, потому что страховка остается на Алишке. Есть ли смысл переплачивать 10к за что? Юмиксон. Владимир, вы до нас дошли. Здорово. Я подписался, поставил лайк. Спасибо, отдам. Димка, хай. Здорово. Дмитрий, это вы уже послушал одного товарища, взял Тик Pro, работает через Google Pay с костылями. По всем источникам хватит эти часы. Дмитрий, давайте не будем. Я захейтил часы TicWatch. Наверное, человек 300 написали, что я моральный урод мне под тем стримом и обзором, поэтому не все. Я не советовал. Но чем больше людей купят TicWatch, тем больше посмотрит мой ролик, и может быть кто-то в сухом остатке останется на моем канале подписчиком, зная, что я плохое не посоветую. Так, NFC можно открывать умные замки типа Aqua, да, если химичите. Я не умею это делать, и даже в Hey Plus, когда я рассказывал, что замки можно имер открывать, кстати, Hey Plus 1S я тоже заказал, по факту я не тестировал это дело. Сделай топ-10 накладных наушников. Пока нет у меня 10 штук прям вот в топе. Стоит ли покупать Mi Band 4? Да. Какие беспроводные наушники купить? Если по проводу, я уже говорил в топ-10. Есть хороший топ, последнее мое видео на канале. Завтра я выгружу. Кстати, с утра меня просили куртку с утеплением от Xiaomi, и я думаю, мое мнение будет вам интересно, потому что я все время отталкиваюсь от денег. Так вот, по поводу беспроводных наушников и накладных наушников, посмотрите мой последний топ. Я там все сказал по поводу Xiaomi-шек. Puma, не спамьте, пожалуйста. Да, спасибо. Как же Android Wear? Хламантин Android Wear, Деннерс, у меня есть стрим по этому поводу. Это опять же мое субъективное мнение. Привет, есть ли смысл менять наушники Xiaomi Air на Air 2? Да, если вам нравятся вкладыши. Николай, вы еще один сородич мне, можно сказать. TicWatch все дно. Они все на нашем любимом Android Wear. По цена-качеству Stratos лучше какие?
Они одинаково стоят, я же уже сказал, что примерно одно и то же. Стратосы вторые и третьи будут. Наверное, к третьим я тоже привыкну. Просто мне так хотелось вторые, когда я их покупал и в течение года, пока я их использовал, что я, наверное, хотел чего-то нового в третьих, а не получил, и поэтому сейчас вот так рассуждаю из разряда «а зачем?». То есть ничего, вот супер ну они подтянули автономность, окей, 5 дней вместо, 7 дней вместо 5, все, ТЧК. То есть на этом магия заканчивается. Все эти 19 режимов без беговых лыж, ну, оторви и выброси. Потому что все остальное, ну, технологически несложно. Вот. 41 год, NFC в Европе работать будет, в-третьих, нет, я думаю, не будет, Юрий, 99%, что нет. Если вы их в Европе не будете покупать в каком-то магазе, они не будут уже адаптированы в глобалочке. Так что будем надеяться на глобалку. Я информации, что она сейчас работает, не видел. Я посмотрю обязательно американские и европейские обзоры свеженькие. Перед тем, как запилить обзор на Stratos 3, отвечу на этот вопрос, потому что мне самому интересно, будет ли работать NFC, потому что если этой штукой можно будет платить, третьи Стратосы я однозначно буду советовать на каждом своем стриме. Чего в-третьих не хватает? Беговых лыж. Лыж не хватает. Стоят они своих денег? Однозначно десятки стоят. Зайдите, если не считаете, что они этого стоят, в любой часовой магазин и посмотрите, что они по 10 тысяч продают. Puma Max купил лучше Sony OK. Здравствуйте, можете подсказать хорошие женские умные часы в пределах 3-3,5 тысяч, если можно, несколько вариантов. Angry Tigra нет хороших умных часов за 3-3,5 тысячи. Купите себе Amazfit, точнее Mi Band 4 и радуйтесь. Либо купите Amazfit Bip, но они универсальные, я не думаю, что внешне они вам зайдут с трансфлективным страшненьким квадратным экраном. Вот, но ни в коем случае не покупайте какие-нибудь Лемфа, которые обзор у меня есть на канале, можете посмотреть. Они все одинаковые, все обрезаны, нет хороших дешевых часов, кроме, начиная от Apple Watch 3 серии, которые опять же с Android работают так себе. Все это нагревалово. А за 13 тысяч вы можете эгегей какой, ну, телефончик купить. По поводу автономности GTR 47 мм живут 17 дней. Павел, можно часы вообще не трогать, я уверен, что они могут и дней 25. Как я понял, технология NFC через смарт-вотч настолько сырая, что, полагаю, надо подождать, когда доведут его до ума. Нет, Дмитрий, она не сырая, она тяжело реализуема в плане не платить никому, чтобы она у вас работала. Там все дело в патентах. Сам модуль ничего сложного, как я понимаю. Ну, насколько я знаю, опять же. Александр, можно ли отвечать на звонки в Stratos 3? Нет. Нет здесь, ни Stratos 1, ни 2, ни 3, ни бипах, ни еще в чем-то у Amazfit, кроме Nexa и Verge, никаких микрофонов. Никаких микрофонов и динамиков нет. Вот в этой штуке есть. Здесь есть eSIM. Это очень нехайповый ролик. Там, по-моему, 1040. Ну, относительно всех Amazfit-овских штуковин, учитывая, что вот этот вот девайс супер эпичен. На канале посмотрите. В общем, с них можно звонить, с них можно оплачивать, но они китайская версия, а eSIM в России не работает. Вроде бы в Беларуси работает. Все жду обзорный регистратор. Алексей, а я все жду, что мне его пришлют. И вот верите, нет, мне приходят некоторые товары за неделю, наверное, а другие товары по 2 месяца, допустим, как Стратосы. Что есть достойно из детских часов? Скоро выгружу лемфовские, более-менее, но опять же мне нужно их еще потестить, чтобы нормально вам ответить на вопрос. Подскажи, пейсы измеряют VO2 Max? Денчик, еще раз по поводу VO2 Max. Это все такая относительная штука, это из разряда алгоритмов. По-моему, у пейсов тоже есть эта штуковина, включая и восстановление. У кого они еще живы? Потому что они у меня утонули. По-моему, они были. Вот. Стоит ли переплачивать за Pro-версию Halo GT1? Нет, Pro-версия много брака, мне писали люди, не покупайте их. Дальше, что у нас еще? Обрати внимание на кроссовки Midge Pro Ace, влагонепроницаемые, актуальны на зиму. У меня 285 мм по стопе, я очень не хочу просто так выкидывать деньги и заказал одни из подобных кроссовок с влагонепроницаемостью. Расскажу, если зайдут, то тогда буду заказывать еще. Работает eSIM в России, удиви меня, где? Подождите, лет 2 eSIM сдавал, ну, опять же, когда, кто, не знаю. Какой регистратор заказал? Увидите, Саша, когда он мне дойдет. По мне, так если женские умные часы брать, так это лучше Samsung Galaxy Active 2. Там есть женская версия, либо взять умные часы Huawei Watch GT 2. Николай, оставьте свои координаты, чтобы люди потом вам писали на мыло свои эмоции по поводу этих часов, когда они их купят. А я пока не советую их. А беговые лыжи на какие-нибудь Amazfit'ах есть? Нет. Нету. Вот в этом и прикол, что у Amazfit'ов нет функции беговых лыж. Ни у каких. А бывают ли круглые... ввиду того, что мы живем на севере и снега здесь эгегей как много, вы можете
представить, какой кусок рынка они просто теряют. Но с другой стороны, им не нужно запариваться по поводу таких технологий, чтобы эти штуки жили при морозе, правильно? То есть это довольно сложно, и мне кажется, это значительно дороже будет. Это вам не Полары. А Mi Band 4 бит-часы, кукуруза. Еще раз напоминаю, что это очень близко к оскорблению. Давайте без оскорблений на стриме, без мата, вообще в принципе на канале. И все мы взрослые люди, если у кого-то есть желание поматиться, пишите мне в личку. Не буду вас не банить, ничего, поматимся, пообщаемся. А здесь уважайте друг друга в первую очередь. Супруга полгода на Sam's Active, полет отличный, никаких претензий, для девочек самое то. Вполне возможно, Марат. Сравни кратко с GT2, не сейчас, смысл мне спойлерить. Если хотите, можете пролайкать стримы, и тогда я на стриме расскажу вам от GT2, помимо обзора, конечно же. Будь у тебя $300, что бы ты купил на Алишке по распродаже? Алтай, у меня есть последний ролик по поводу всех. У кого есть какие вопросы по поводу распродажи на Алишке, есть ролик топ-10 товаров Xiaomi, которые бы я купил на распродаже и которыми я пользуюсь. Который я считаю, что в принципе нужно купить. Посмотрите, мне кажется, он будет вам полезен. Носки в смешных ценах лучше не брать. Спасибо. Добрый вечер, Саша. Я только смогла присоединиться к вам. Стрим давно начался. Уже 1:10. Сам ты... завуалированный мат употребляешь. Слово завуалированный вас же не смущает? Вот в этом и магия. Так, новые часы Xiaomi, которые покажут 5 ноября. Какие ожидания? Никаких. Куплю, расскажу. ТЧК. Надеюсь, я их смогу купить. Вот. Когда лучше Polar V800 взять или Suunto? Suunto тоже такая на тоненького, с Поларами также. Полары, да, наверное, топорные, но по ощущениям, кстати, Полары не намного лучше Стратосов, допустим, 400. У меня есть обзор сравнения, только исключая, да, если лыжи беговые брать. Mi Fit не работает нормально с GPS на Mi 9T, опа, из-за этого бреда с тренировками на Mi Band 4 другие проги отлично работают с GPS, никто не сталкивался. Mi Fit вообще глючная штуковина, там у многих не активировались Mi Band 4, наверное, в течение дней 5-6, как я знаю, потому что глюк был с Mi Fit. Я и говорю про Samsung Active 2. Окей. Я впервые на канале у Виталия не читаю по-украински, простите. Amazfit GTR стоит своих денег? Какие-нибудь конкуренты есть? Нет. Ну, только если Apple Watch 3 серии. Вот. GTS разыгрывать будешь сейчас. Еще один вопрос. Ну ладно, будем считать, что новеньких очень много. Розыгрыш через, получается, 9 минут вот этих вот часов. Напоминаю, что нужно быть подписанным на канал, чтобы у вас был колокольчик, у вас должен быть репост. Конечно же, страница должна быть реальная, с которой вы репостнули. И скоро мы проведем этот розыгрыш. Обычно у меня постоянные подписчики, кстати, выигрывают, потому что всем очень сложно данные вещи провинтить. Некоторые выигрывали по 2 раза. Наверное, человек 6 уже. Есть ли Xiaomi перчатки с подогревом? Нет, приветствую, только зашел. Может, пропустил по данному вопросу, но может быть, что-то известно про часы Xiaomi Watch, когда выходят, пишут 5 ноября. Ничего не слышал, не особо интересно, если честно. Прорывы почему-то в нашем технопространстве делают либо Amazfit, либо делают это яблочники. Кстати, Apple Watch Pro я купил. Ну, заказал во всяком случае, когда придут, я расскажу. И я считаю, что они вообще переборзели, конечно, 21 тысяча, но мне интересно. Мне интересно, я думаю, вам интересно будет мое мнение. Стоят они своих денег, конечно же, нет, как и ничего у Apple не стоит своих денег. Но если у вас много финансов и вы не хотите вообще думать, идеальный вариант всегда показать всем окружающим, что у вас их много, и покупать только Apple'овские товары. Mi Fit у меня есть на Mi 9T Pro, работает отлично, с Mi Band 4 отлично. Какую беспроводную зарядку взять для Mi 9? Любую, которая вам понравится. Нилкин, хорошие беспроводные зарядки у меня на тесте, никак не могу сделать обзор. Дальше, стоит ли брать Blitzwolf? Не нравятся они мне, слишком много OEM продукции сейчас. Где взять Stratos 3 за 10 тысяч? На Алиэкспрессе, Кирилл, со всеми скидками 11 ноября, ждите. Так, Apple Watch Pro 21, ничего не понял. На столе Redmi Note 7, если они, то почему? Ну, у меня это тестовый телефон, то есть у меня Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Huawei P20 Pro, iPhone 7 Plus. Мне же наушники нужно с разными девайсами тестить. Вот, в первую очередь. Wayfan Xbox 3 на 11 хочу взять. Wayfan тоже много брака, но вы морально держитесь, может повезет. Бывают затычки в загруженных Wi-Fi сетями местах? Бывают.
Как думаешь, взять Verge или Mi Watch 5, Mi Watch 5 ноября? Очень нужны часы. Пожалуйста, ответь, ты меня постоянно пропускаешь. Я думаю, Verge, потому что неизвестно, когда Mi Watch выйдут, что они предложат. А если вы знаете все о Verge неплохой бренд, неплохая модель у бренда Amazfit, я бы взял именно их. Может, это про Pods Pro? Может. Stratos 3 или Polar Ignite? Сергей, это вопрос на засыпку, я не буду на него отвечать, потому что я все-таки фанат Amazfit, давайте не будем. Если вам нужны беговые лыжи, скорее всего, Polar, вот скажем так. ЭКГ, что ЭКГ? ЭКГ было с Amazfit Half'ами, у меня есть обзор на канале, можете посмотреть, абсолютно бесполезная лабутень. Спасибо, пожалуйста. Mi 9T есть беспроводная зарядка? Google вам в помощь, но не такое же спрашивать. Какой телефон взять до 18 тысяч? Саша, а для чего? Если... Смотря для чего. То есть каждый телефон, это такая своя экосистема, и скажем так, если для видео, народ хотя не советует, а я снимаю на Redmi Note 8 Pro, допустим. Вот, они стоят до 18 тысяч этот телефон. А если вам просто ходить, звонить, то Redmi Note 7 плюс от 4 гектар оперативки, скажем так. Так, бренд The Blaze. Что можешь сказать о бренде? Ничего, я их не тестил. Привет, можешь посоветовать проводные наушники для телефона? Пожалуйста. У меня есть на канале несколько, последние больше всех понравились. Привет, Тамбов, здорово. Будильник по фазам сна, Сергей. Все это, если вы спите меньше 7 часов, это все вам не поможет. А если больше, то берите, наверное, Huawei-вские лучше всего, любые девайсы. У них вот эта штука с аналитикой сна просто супер топ. Не забываем прожать лайк, други, если кто пришел, мне будет приятно, вам ничего стоить это не будет. Рассказываю сегодня о Amazfit Stratos 3 в основном, но я думаю, основная масса уже про них все узнала. Хочу купить беспроводные наушники, какие лучше взять до 3000, смотрю в сторону QCY Salable, какие лучше звучат. Есть топ-3, топ-10 на канале до $50 и до $20, посмотрите. Купи восстановленный iPhone для обзора. Дело в том, что... Нежданчик. Дело в том, что у меня брат двоюродный, оба брата двоюродных работают в ремонте телефонов, в восстановлении айфонов, и они не советуют в Москве, не советуют их покупать, хотя они работают в ремонтах айфонов. Вот у них только эти точки уже, наверное, лет 6. В общем, они советуют брать только новые. Как бы слушать, я их слушаю. Вот. Постараюсь, наверное, заказать, расскажу, если вам интересно. Может, мне повезет. Посоветуйте гибридные часы до 5000 рублей. Любые ленововские. Они уже допилили чуть-чуть, вот более-менее вам зайдут и недорого. Пересмотрю позже. Окей, еще хотел спросить, что взять, Havit G1 или Redmi AirDots. Точно не Havit G1. Если Asset вы уверены, что они у вас залезут, можете купить Havit G1. Но у вас, конечно, разброс цен на гигей. Huawei Watch GT не обозревал. Вот Huawei Watch GT, вот такие у меня есть. Я планирую сделать, может быть, на них стрим-обзор, если этот стрим более-менее зайдет. Но для этого вы должны прожать лайк. И тогда уже, наверное, еще какие-нибудь Huawei куплю. А так планировал топить крупные бренды после 100 тысяч подписчиков. 3500 мне осталось, 3700. Поэтому я думаю, скоро вы узнаете много интересного. И не знаю, кто как будет реагировать. Но я думаю, не очень кто-то будет радоваться. Так что, если вы увидите, допустим, свой девайс, которым вы пользуетесь у меня в обзоре на канале, лучше не смотрите, потому что в основном я стараюсь найти негативные вещи. Позитивные вы обязательно сможете найти где? В рекламе, либо у больших блогеров, которым платят за позитивные вещи. Мне никто пока не платит. Может быть и будут платить, но очень сильно вряд ли, учитывая мою политику с рекламой. Привет, можно ли заказывать Weiser TP1? Weiser очень такая, гнилые продавцы, но фирма ничего. Не знаю, наемный самоубийца. Очень плохой ник у вас, еще раз его прочитаю, придется вас забанить. Очень плохо вы себя позиционируете. Но опять же, это субъективно, но жесткий ник. Степан, что взять, Lenovo Air или Redmi AirDots? Точно Redmi AirDots, потому что Lenovo Air тихие. От Polar часы, новые модели, будете тестировать? Нет, Илья, дорого. Ну, это перебор, ну, такие, бабки стоят это все. Польза, привет, как всегда, крут, желаю 100 тысяч плюс. Спасибо, Эндрю. Вейсо, Леон, продали уже, тут
тут обещали вроде как даже сравнение, прожали. Так я вроде сравнил. Вы просто пришли уже поздно. Экономичный режим на Stratos 3 приравнивает их к BIP. Работает ли GPS в этом режиме? Нет, не приравнивает он к BIP. По поводу режима еще не тестил, он максимум живет 14 дней в этом режиме. Эти часы, опять же, я их еще не тестировал, это стрим. Я пока вскрывал просто. Будешь делать обзор на мышку? Нет. Не знаю, что это за мышка даже. Но это если Xiaomi мышка, закиньте мне ВКонтакте, может куплю на 11 число. Хотя, мне кажется, я уже в раза 3 превысил бюджет свой, что я планирую купить. Почему xiaomisты Xiaomi кроссовки на 45-й не шьет? Приходится лайнинг юзать, потому что подлецы. Привет, извини, я только пришел. Есть режим тренажерного зала? Есть, как и во всем этом. И в пейсах есть, и в стратосах вторых есть. Скажи, есть ощущение, что многих больших интересует, что многих большинство интересует смарт-вотч только как средство оплаты через NFC, а остальное не принципиально. Потому что для себя не вижу ничего полезного больше от них. Дмитрий, я скажу откровенно, что вот эти подобные гаджеты, это такая штука специфичная. Короче, это аксессуар, который не необходим. Необходим у вас телефон, необходим это может быть там фитнес-браслет, черт с ним, шаги считать, чтобы быть уверенным, что 10 тысяч шагов вы сегодня отходили. Ноутбук, там, не знаю, компьютер, вот это вещи необходимые. Часы это такая штука, которая не является необходимым. Вот. Давайте я по-быстрому разыграю GTS-ки. Те, кто хотят побыть на стриме, побудьте еще чуть-чуть, я буквально это за 3 минуты сделаю. Хорошо? Вот. А для всех моих спонсоров напоминаю, что розыгрыш вот этих ушей будет сразу после стрима. Но даже если вас их не будет, вы будете участвовать там при любом раскладе, все по номерам. Неважно, может у вас один человек будет там. Так, там все просто у меня. Мы берем LionZar, вставляем ссылку, и все помнят, какие у нас были условия. А условия были максимально просты. Вы должны были репостнуть видео, быть моим подписчиком, и что? И у вас должна быть живая страница. Вот, комментариев 1457, но пусть вас это не пугает, там репостов штук 200 максимум. Это раз, а я уверен, что из этих 200 человек максимальный человек, наверное, 30 выполнило все условия, поэтому ждем. Напоминаю, что без картинки, без адекватной страницы, без подписки вы выиграть не можете. То есть те, кто уже участвовал в розыгрыше, не сможет. Да, дальше. Бипы стали жить максимум неделю, а аккумулятор сдох. Очень хочется выиграть, я верю. Александр, ответь, пожалуйста, на вопрос о сообщениях в Stratos 2. Сообщения мимо тебя. Я не могу просто ответить, потому что я их давно не тестировал, честно. То есть я хожу в GTS-ках. Я попробую это сделать в обзоре потом. Я не поздно, что спрашивал часы ТТТ. Ссылку на ремешок в студию. Спасибо, конечно, Владислав, за коммент, но это не победа. Дальше. Наушники ТВС Lenovo. Патчер, спасибо за подписку, но это тоже не победа. Ссылки нет. Еще раз, Полз, вот ты мог бы выиграть. Очень жаль, что не выиграл. Старый мой подписчик, приятно его видеть. А вот здесь, видите, список подписок скрыт. Сергей Ход, вы бы могли выиграть, но нет. Ждем. Подписка есть. Эмилька ТВ, я поздравляю вас. Выигралась у нас Эмилька ТВ, обязательно ему напишу. Вот, в принципе, все. Как бы так. Поздравляю. Что у нас дальше? Дальше кто у нас сбежал, кто не сбежал. У нас еще 274 человека, поэтому можем обсудить дальше вопросы часов. Но до этого, наверное, вам интересно по поводу ноутбука, где его взял. Давайте я расскажу все-таки по поводу ноутбука. Он у меня уже 2-й год. Благополучно я все обзоры делаю на нем. Вещь живучая, там пережила 30 командировок, горел 2 раза. 2 раза мне его ремонтировали в центре Asus, ужасные ремонтники. И что бы я хотел сказать, купил я его на Тмоле, вот к чему я все это. Докинул туда оперативки, вставил 2 SSD твердотельных диска, вот, все. Так что если вы боитесь на Тмоле покупать ноутбуки, зря. Гарантия есть, самое главное. У меня страница реальная, но вид мало похоже, не любитель соцсетей, старый уже. Ну, тут как бы дело-то не в моем отношении. Ну, дело в том, чтобы все были в одинаковых условиях. Вот. А так как канал маленький, реально было выиграть. Эмильку еще раз поздравляю. Дальше.
Скажи, есть ощущение, что... Привет, подскажи, что взять. QCY, QS2, Redmi AirDots, Dots. Петрович, спокойно смотрите топ-10 до $20 наушников ТВС на канале и топ до $50. Что за ноут? Asus ROG Strix 702V, ужасный обзор на канале, но полный он есть, 12 минут. Посмотрите, мне кажется, вам будет интересно. Греется жестко, думал, он умрет, но он до сих пор не умер. 2 года просто мрачная эксплуатация. Привет, стоит ли покупать FlyPod за 7600? Я сейчас заплачу, Алихан, где вы такие цены космические берете? Идите на AliExpress или посмотрите, у меня в любом обзоре есть ссылка в описании к видео. Это космос, это нереальная цена. Дальше, Pace, Verge, GTS и Stratos 3. Цена, качество, точность, надежность. Что взять из Amazfit? Если у вас есть в этом списке Stratos 3, берите Stratos 3. Значит, они вам, скорее всего, нужны. Нагрудный датчик повесите. Если это ваши первые Amazfit, лучше начинать с них. Но опять же, глобалка, чтобы был русский язык. Потому что китайский не факт, что сможет поставить. Адам, я здесь всем еще привет. Есть ли смысл ставить MS Mode? Не знаю. Стоит ли переплачивать за Mi Air 2 или взять Tisa X? Миха, честно, я бы переплатил. Вот. Хотя дорого, но я бы переплатил. Я не ради розыгрыша, просто мне интересно. А также ты обещал сравнение с Huawei, то решил подождать, авось сравнишь. С этими, так я их даже не распаковывал. Я говорю, я на стриме их еще буду распаковывать, но я скажу так, что эта штука своих денег не стоит, мое мнение. То есть, ну, не стоит она. Они берут за бренд, прям нормально берут, поэтому они дают подарочки при покупке этих часов в своих официальных магазинах. Вот, и все. Бренд хороший, уважаю Huawei, у меня телефон, их просто тащусь от своего Huawei P20 Pro, но вот так. Никаких пока сравнений, я не знаю, когда я обещал сравнение с Huawei в этом стриме его не будет. Не знаю, в чем дело, бипы перестали жить неделю, при этом только 3 трени по часу. Аккумулятор сдох, Владимир, циклов у них не бесконечное количество зарядки. Какие конкуренты Redmi Note 8 Pro при такой цене и их характеристиках? Нет, их нет, мне кажется. Потому что всякие Meizu и же с ними нет. Может докинуть что-то и нет. При такой цене, наверное, нет. Что думаешь о Xiaomi Mi Watch? Ничего, я их не тестировал. Я думаю о девайсах, когда они у меня есть на руках. У жены P20 Pro, у меня P30 Pro, я фанат Leon. Вы не только фанат, вы еще и довольно богатый человек. Я по 30 Pro, меня пока жаба душит купить. Что за Andromeda Campfire за 80к? Что за такие наушники в видео увидел? Я думаю, что это все от лешего. Скажем так, те наушники, которые стоят дороже десятки, разницу в звучании, что проводные, что беспроводные, услышит, наверное, только особый аудиофил. Почему особый, я сейчас сформулирую. Есть такая штуковина, как тестирование вкуса вина. Правильно же? Все знают. Как их называют? Сомелье. Правильно. Так вот, последние исследования в том, что не особо люди-то разбираются, что дорого, что дешево. Вот такая же штука со звуком. Понятно, что если вы купите ламповый усилитель, супер крутой там бескислородный провод, либо еще по оптоволокну кто-то что-то слушает, звук будет чище и лучше, но не каждый это услышит. Кратко. Затычки как Meizu Pop по удобству, но с классным микрофоном. Таких нет, Юрий. Там сама физика наушника в том, что вы не сможете туда засунуть нормальный микрофон. Вообще у всех затычек плохие микрофоны, по моему, опять же, субъективному мнению. Мне 49, смотрю тебя с удовольствием, на паре каналов увидел QCY T5. Это что, у тебя будет обзор? Да, будет обзор, я их заказал, я их уже жду, но магия в том, что T3 были отменным хламом. И я не советую бежать покупать T5, притом у них подозрительно низкая цена. Стоит ли брать Havit G1, если сможешь засунуть себе в ухо? Да, посмотри мой обзор, напиши мне хейтерский коммент и не покупай их. Посоветую наушники около $100. Вкладыши Huawei прошки купите. Я звукорежиссер, я знаю о чем ты. Иван, я надеюсь, мой звук на канале вас устраивает, потому что я думаю, вы понимаете, о чем я. Ладно. Вот теперь я засмущался. Егор, привет. Havit G1 Pro или One More? Для меня только One More. Почему? Потому что это дочка Xiaomi, они делают неплохо. Но в то же время, если вы сможете и уверены, что сможете запихать в свои уши Havit G1 Pro, я бы купил их.
у них, если у вас большие ушные каналы, большие уши, прям норм звучания. Спасибо за стрим, купил GTS, поздравляю вас. Хочу недорогие подобные круглые часы с разными циферблатами и шагомером, остальное не важно. Такие бывают? Да, бывают, но не недорогие. У Sonic 1000 нормальные, и смотря что значит недорогие. Sonic 1000 нормальные микрофоны. Не знаю. Какие ТВС наушники вы слушали с самым лучшим звуком для вас? Из затычек я пока на них еще не делал обзор. Когда сделаю, я скажу, что вот они на данный момент лучшие. А так все очень-очень близко по звучанию. Я не знаю, Hellwood GT, Xiaomi AirDots. Вот эти все черненькие, вот обычные, тупые, да нельзя наушники с маленьким размером. Syllable, мне очень понравился ROG, то есть низкие частоты. Они их перекручивают, да, мрачно, но вот ROG слушать только в Syllable. Хотя мне потом два аудиофила, уже два человека, написало, что я подлец, и не сказал, что они играют как лучшие проводные наушники. Но я сейчас скажу такую интересную вещь для вас. Лучший звук, кстати... Хорошо, лучший звук у беспроводных наушников я сломался. Это у наушников, которые идут через модуль. То есть есть многодрайверные уши, допустим, вот последние у меня были на обзоре. И под них есть модуль Bluetooth. Есть те, что с aptX, есть те, что с aptX HD. По большому счету там 300-500 килобайт в секунду, если я не ошибаюсь, особой разницы нет. Так вот, если вы под свои любимые... с пенными амбушюрами проводные наушники купите этот модуль, это и будет для вас лучшим звуком. Вот. Смотрите, как я завинтил. Плюс еще нужно четко всегда понимать, что все зависит от телефона. Если с Huawei P20 Pro все беспроводное звучит просто вах, как круто, то вот со всем остальным уже проблема. Дальше. GTS с iPhone норм работают. Да, в принципе. Работают более чем норм. А почему нет? Ну, то есть они не особо обрезаны. Ага. Кстати, у меня вот печаль для Эмиля. Я еще раз отвлеку тех, кто, возможно, уже ушел со стрима, кто был из-за розыгрыша. Но, в общем, мы скосячили чуть-чуть. У Эмиля-то ава левая, не лицо. А это условие было. Так что продолжим. Может, кто-нибудь еще и выиграет. Я пока отвечу на вопросы. Так, YouTube промоутер. Ну-ка. Будем надеяться, что... Да ладно. Девушка выиграла. Ну, это, наверное, не девушка. Хотя мы посмотрим. Если это реально она, то тогда она выиграла. Или дальше ищем. Или это все... Давайте ей, наверное, в общем. Вот. Да. Давайте ей, в общем, потому что она и репосты делала, и лицо вроде реальное. Но опять же, если это не мужчина. Если мужчина, то я переразыграю их на другом стриме. Потому что это уже перебор. Дальше. Что разыгрываешь? Уже разыграл. Привет, Саня. Здорово. Какой фирмы пауэрбэнки советуешь брать с Алика? У меня есть на Xiaomi-шные пауэрбэнки несколько обзоров. Кстати, один из таких пауэрбэнков я сегодня тестил, когда тестировал теплую куртку от Xiaomi. Завтра с утра сможете посмотреть. И вот в теплой куртке, ладно, сегодня с лайками со Stratos 3, я так понимаю, мне не прожмут до 500. Давайте прожимаем все-таки, может. Потому что часы старался, покупал, буду еще тестировать, мучить, скорее всего, чуть-чуть хейтить, потому что не особо они отличаются от Stratos вторых, уже нахейтил, мне кажется. Дальше. Вот, поэтому с вас лайки, други. Можно тест Bluetooth модулей для наушников. Они все норм, TRN, по-моему. Я обязательно сделаю обзор на них и расскажу. Они не так дорого стоят. Где-то тихо плачет. Кто не знаю. Подскажите, хороший телефон не успел. Есть еще лайфхак. У Meizu есть переходник тип Type-C. Да, я знаю, 2000 рублей стоит Гарин этот лайфхак. Возможно, я его куплю. Вот. Дальше. Какие ТВС наушники до 10 тысяч? О, Дмитрий. Дмитрий, я обещал, кстати, для подписчиков, что я буду делать что-нибудь особое во время того, как кто-то мне будет давать лайк. Давайте буду хлопать. Спасибо, Дмитрий, за то, что поддержали канал. Надеюсь, ни у кого уши не вылетели от звука хлопания. Дальше. Если вы на
Если на Ави не вы, то нельзя выиграть. Именно в этом розыгрыше нет. Какие ТВС наушники до 10 тысяч посоветуешь? У меня есть топ-10 на канале, посмотрите. По ушам, по всяким. Это не вопрос, это ответ про хороший микрофон. У Sony 1000 хороший микрофон. Алексей, это накладные уши, а не затычки, как я знаю. А может быть затычки? Напишите, по-моему, это не затычки. Вот, и Соньки стоят эгегей сколько, а еще про них что? Про них я читал очень много плохих отзывов. Да, Sony стоит 9 минимум, правильно? Будут еще розыгрыши, да, для спонсоров после этого стрима сразу. Может быть, через там минут 5-10 максимум. Будет обзор на AirPods Pro. Да, я их заказал, Оскар. Вар Рексон уже окончен. У тебя хороший звук, вполне приятно. Спасибо, Иван, потому что в моем сознании это плохой звук. Ладно. Мне посылка с Алиэкспресс идет через Швецию. У вас было такое? Да, и через Финляндию, и через Швецию. 17 тысяч. Алексей Зенков за 17 тысяч за микрофон, ой, за ТВС наушники в затычке. И это не Apple, ну, вот это вообще круто. Танцуем, мы не увидим. Окей. Sony 1000 есть и накладные, и затычки, разные буковки в названии. О, ясно? Ну, вот он конкретно предложил затычки, Алексей. Дальше. Не вылетели у тебя хорошие... Так. Александр, на вторых стратосах экран так затерся или это пленка? Нет, это экран. Я вообще не парюсь по поводу экранов, что на телефонах, что на чем угодно. То есть, в общем, проще говоря, у меня все валяется в условиях максимально приближенных к боевым. Вот. То есть царапается, бьется, коцается. То, что они не разбиты, так как Nexa, вы видели, как я разбил в ролике? Вот я до сих пор расстраиваюсь, потому что часы классные, жалко было их убить. Вот, это показатель того, что Stratos 2 просто топ. Вот. Hi-Fi, окей. Стоит ли брать FlyPods за 7600? Нет, это дорого. Александр на вторых стратосах ответил уже. Какие лучше выбрать Samsung Galaxy Watch Active или Amazfit Stratos 2? Ну вы же понимаете, что я за стратосы, поэтому Amazfit. Не у меня спрашивать. Мне самсы вообще не нравятся. Они подлагивают или мне так не везло. Обязательно буду тестировать сейчас и Samsung, как только будет сотня, и рассказывать. Но на данном этапе жизненного развития я считаю, что у них переплата за бренд просто космос. Посоветую недорогой high-end, наверное, плеер. Владислав, ну, я буду Фио брать. Я думаю, вы поняли о чем. Можете ВКонтакте мне написать, скину какой конкретно. Hi-Fi. Скину, какой конкретно буду брать на распродаже сейчас. Цена очень вкусная, 3900. Будет. Сейчас он стоит 7. Я так подозреваю, вы именно такой имеете в виду. Будет ли еще розыгрыш? Уже был. Дальше. Александр, скажите, пожалуйста, стоит ли брать Halo GT1 Pro? Они очень отличаются от Halo GT1. Halo GT1 Pro плохие. Что выбрать? БУ AirPods или Xiaomi AirDots Pro 2? Точно не БУ AirPods. Почему? Потому что у них продают... Дмитрий, еще раз спасибо за поддержку канала. По поводу бэушных AirPods. У них могут быть убитые аккумуляторы раз-два, вас могут развести и продать вам очень хорошую подделку. И поэтому, хотя с другой стороны, Xiaomi AirDots Pro 2 по качеству микрофона рядом не лежали. У них он неплохой, но все равно. Поэтому, если вы берете для айфона, рискните, можете купить БУ, опять же, у проверенного человека. Если нет, то обязательно с чеками, с гарантией, как минимум еще, чтобы полгода была в магазине. Если нет, то, наверное, AirDots Pro это единственный вариант. 2. Какой модели FIO? Я не понял. ВКонтакте напишите, я напишу, потому что пока я не купил ничего, я не буду это делать, рекламировать перед людьми. У нас все-таки 200 человек. Вспененный ТПУ у брендов по сравнению с Xiaomi-шными кроссами, марафон, например. А у меня есть по поводу этого, Юрий, мое мнение, ну, в обзорах послушайте, я расскажу. Марафон норм. Не так они сильно выигрывают, но с другой стороны, я по поводу амортизации, мне больше всего подходит Meizu, у Mizuno амортизация. Вот. Поэтому сказать, что буст у меня прям трясутся ноги при мысли о нем, нет. Чем плохие Halo GT1 Pro? Много брака, Диана. 4-й раз повторяю, пожалуйста, не повторяйте.
Спасибо, Макс. Можно ли отвечать на смс на Stratos 3? Нет, нельзя. Ни на Stratos 1, ни на Stratos 2, ни на Stratos 3. Такой функции я не видел, во-первых. Во-вторых, здесь нет сим-карты, здесь нет ничего, чтобы вы могли использовать для смс-ок. Вот. И вряд ли будет. То есть здесь единственное, как я вижу, есть... Я еще разберусь, но на данный момент нет, и я уверен, что не будет возможности. На Amazfit Bip можно установить мессенджер, и будет ли возможно просматривать отправленные фото? Нет, однозначно нет, Александр Котов. Что взять, AirPods или Honor FlyPods? AirPods. У меня есть сравнение на канале. Дальше кроссовки Lining пробовал. Алексей, у меня есть, по-моему, 2 обзора лайнинговских кроссовок на канале. Может быть, даже 3. Мне они очень сильно понравились. У них топовые кроссы. Сколько по времени юзал свои Stratos 2? Больше года. По-моему, прошлым летом я купил, выгрузил обзор. И, полгода я плотно их юзал, это точно. Александр, подскажите, есть ли уже Mi Band 4, стоит ли брать GTR или лучше что-нибудь другое? Mi Band 4 у меня было несколько обзоров, стоит ли брать GTR, это если вам это понравится, но цена, я считаю, что необоснованная, и лучше купить Stratos 2 или 3, если, опять же, вы бегаете. А там уже как у вас настроение, как вам внешне они понравятся. Line-in, имя гимнаста и бренда, да, олимпийского чемпиона. Розыгрыш уже был, еще один вопрос, вот такой от тебя, Хинди Чи-Чи-Чи. И реально заблочат, ты уже 4-й раз меня нервируешь, я, по-моему, тебя уже даже обещал заблочить. Дальше. По поводу все-таки часов. Вот этих всех. Еще раз, это Stratos 1, 2 и 3. Разница особой в них. В этих нельзя плавать. У этих автономность 5 дней, вот этих 3-5. У этих 7 и при необходимости 14. Все 3 модели Stratos 1, 2 и 3 не поддерживают функцию беговых лыж. И вот эти могут подсчитывать ваше плавание, но опять же делают это довольно, по отзывам и по моим ощущениям, довольно колхозно, но с каждым разом все лучше. Вот. Стоит ли сейчас брать Mi 9? По цене смотрите, если вас устроят они. Мне не особо зашел этот телефон. Стоит ли с Honor переходить на Xiaomi, да и будет ли в будущее у Huawei? У Huawei не может не быть будущее, это просто очумевший гигант. И когда каждый, включая блогеров, всех упоминает, что Huawei может загнуться, но у них лаборатория больше, чем у Xiaomi, в раз, наверное, 6-7. То есть они реально инновации какие-то в техники делают. Мы судим по ним по микрофонам, там, не знаю, по телефонам, по часам, а по факту Huawei это гигант промышленный, который ресиверы поставляет, у кого сотовые станции, вот эти 5G, кто, по-моему, они разработали. То есть, проще говоря, это очень крутые чуваки, их ничего не потопят. Redmi Note 8 Pro или Mi 9 Lite? Mi 9 Lite, наверное. Наушники ТВ с Lenovo думаешь заказывать или уже заказал? Напоминаю о себе, уже больше 2 недель прошло. А я уже ТВ с Lenovo, кстати, обозревал. Или вы имеете в виду следующий сет? Вот. Чем отличаются функциональность Stratos 3 младшие модели именитых брендов Polar, Suunto, Garmin? Много всего. Здесь можно заливать музыку, можно подключать беспроводные наушники, Bluetooth наушники, можно воспроизводить, соответственно, с них музыку. У них трансфлективный дисплей, в основном, не в основном, а всегда трансфлективный дисплей, плюс цветной. И тут сюда уже можно устанавливать всякие плюшки, пусть это довольно сложно, но возможно. Прожимаем лайки, кто свеженький, пусть у нас будет 400, это будет очень круто. Дмитрий, спасибо. Дальше. Какие часы посоветуешь для бега? У кого точнее GPS? Макс, для начала купите просто бипы за 3500 рублей. Вот. Да, когда блогер говорит, что Huawei загнется, плачет один маленький Трамп. И большой тоже плачет, я думаю. Безель у третьего Стратоса спасает по сравнению со вторыми. Удобнее, чем кнопка для отжиманий, еще раз повторяю, и для зала. Привет, жалко опоздала на начало. Стрим сохранится, розыгрыш Mi Band 4 был уже. Нет, Ника еще не было, я вообще не хотел его проводить, но так как вы очень подло про это напомнили, я планировал его провести завтра, когда... экстремально решил Huawei Watch GT 2 на стриме вскрыть, но по сути, ладно, давайте сегодня. Или не сегодня, давайте не сегодня, 230 человек, я обещаю, обязательно сделаю розыгрыш.
И обязательно кто-то Mi Band 4 получит. GTS мы разыграли. Почему я не хочу его? Потому что у меня, если честно, не готов список. У меня сейчас 360 роликов, а список готов только на 312. Поэтому это все очень будет долго. Зачем банить меня, если можешь ответить на этот вопрос? Ты весьма слаб умом. Николай, зачем сидеть на стриме у блогера, который вам не нравится? И еще один. Уже 2 человека у нас заблокированы. Или 3. По-моему, 2 всего. Что лучше купить сейчас? Samsung Galaxy Watch? Нет. Мне Samsung не нравится. Либо Apple Watch, либо благополучно покупаете Stratos или что-то из Amazfit, у них очень хорошие часики. Можно ли в Stratos третьих купаться в море? Нежелательно, потому что соль не любит ничего из техники, все это обман. Ну, может быть, только какие-нибудь топовые гармины, им вообще плевать. Алексей, спасибо большое за поддержку. Так, безель — это защитный ободок вокруг экрана. Во, извини. Стормозил. Безель поможет вам, чтобы не царапать часы, но мне кажется, они все равно, экранчик поцарапается, потому что стекло не сапфировое, и рано или поздно вы цепанете что-нибудь уголком, вот и все. Конечно, это лучше, чем вторые Стратосы. Давайте попробую показать. Видно, надеюсь, как у меня они поцарапались. Да, чуть-чуть видно. И почти. Ну, в общем, они все поцарапаны, покоцаны, очень большая царапина здесь. Здесь, скорее всего, тоже будет царапины и ничего страшного. Какой нагрудный датчик пульса лучше приобрести? Лучше приобрести один раз и навсегда Polar H7 или H10. У меня Virgin, хочу что-то получше, что посоветуешь? Есть ли смысл в GTS? Если у вас есть Virgin, то смысла вообще ни в чем нет больше. Потому что у вас есть нормальные мосфитовские часы, радуйтесь и пользуйтесь. Вот. К часам можно подключить велосипедные датчики типа каденса и мощности? Как я знаю, да, но я еще раз это уточню. Вот, то есть датчики они воспринимают все. Какие часы взять, чтобы ставились темы и похожи были на Tag Heuer Connected? Не знаю, честно. 3 раза задаю, стоит ли сейчас Mi 9T или есть варианты лучше? Нет, мне кажется, что это один из самых неплохих вариантов. Mi 9T норм. Есть физические кнопки, если физических кнопок нет, то с таким устройством, в принципе, можно купаться. Всякие, вот физические кнопки. 1, 2, ну понятно, что они такие, 3, 4, фактически 4 кнопки есть. Плавать можно, то есть тут защита 5 атмосфер. Никто не говорит, что здесь защиты нет от воды. Я просто говорю, что ничего не любит бань и перепадов температуры, и нет вещей, которые любят у нас соленую воду. Она при любом раскладе будет и ремешок разъедать, и ничего хорошего, в общем, с ними не будет. Вот. Дальше. Александр, твое отношение к Garmin. Отличная политика, дарить спортсменам и юзать их. У меня лучшее отношение к Polar. Garmin очень много денег ест просто так. Спасибо за ваши обзоры. Купил GTR, очень доволен, очень рад. Гидрогелевые пленки спасают от царапин? Алексей, я никогда не пробовал их, если честно. Вообще, по поводу всех девайсов, и пусть это у меня слегка неправильное отношение, у меня отношение простое. Вы покупаете девайс, и производитель изначально создает его вот с таким экраном. Если вы на него что-то клеите, то при любом раскладе вы теряете часть функционала и часть того, что вы могли бы получить. Вот, то есть я всегда против любых пленок, а то, о чем вы говорите, это еще себестоимость увеличивает. Мне не кажется, что они дешевые. QC опять заказал, жду для обзора, расскажу. Макс, спасибо за поддержку. Как раз хочу обновить бипы на круглые часы. Какие посоветуешь? У меня много на обзорах. Если вам нужно бегать, то Стратосы 2 или 3. Если бегать не надо, можно вообще пейсов дешевле 5000 купить. Они примерно, кстати, уже как первые бипы стоят. Либо на совсем крайний случай, если вам интересует прям химичить в часах, это Verge 1, Verge 2, вот это Nexa. Можете их купить. Но я бы посоветовал круглые часы, это Nexa, если вы решите прям поползать где-то в чем-то, поразбираться и уверены, что подключите eSIM, либо Pace, вот это эконом-класс. Топ-класс это на 11 числа постараться выцепить вот эти в 11 тысяч. Стратосы 3, не знать очень долго, никаких проблем. 150 рублей на GTS. Алексей, ну, норм.
Если ничего от этого не пострадает, почему нет? У вас на вторых стратосах по GPS, пульсу и остальным параметрам отслеживания были нарекания? Сергей, GPS не такой быстрый, как хотелось бы, раз. По пульсу, еще раз повторяю, что когда вы бегаете по горкам, при любом раскладе они показывают первое время бредятину, то есть когда у вас пульс скачет, для этого и нужен нагрудний датчик. Вот и все. Не нашел у тебя топ проводных Bluetooth наушников. Как могут быть проводные Bluetooth наушниками, Джеймс? Либо они проводные, либо Bluetooth. Датчики каденса и мощности отдельные. Большинство АНТ+, стратосы похожи только Bluetooth. Нет, АНТ+, у них нет, поэтому я говорю Polar H10 и H7, они точно поддерживают их. 7600 пейсы можно взять на Али 11 числа. Ну вот пейсы покупайте, вообще топовые штуковины, но нужно обязательно помнить, что в них нельзя плавать. Хабиль, вы можете посмотреть комментарии под обзорами и оценить, честный канал или нет. Я удаляю только матные комменты, негативные оставляю тоже. Очень много негативных обзоров у меня, где негативные комментарии. Вот там люди и пишут, насколько я честен. Спасибо, Варвар, за поддержку. Варвар считает, что честный. Не забываем прожать лайк, вас уже почти 400 лайков, и это очень круто. Безумно вам за это благодарен. У каких часов есть функция просмотра отправленных фотографий? Нужно списать экзамены, нигде инфу не найду. Именно отправленные, к примеру, через мессенджеры. Ох, по-моему, в Verge можно, по-моему, и точно можно в Nexo. Но в Verge, по-моему, можно. Посмотрите, но как? Чтобы отправленные, они должны прийти на телефон сначала, получается. Я не тестировал эту функцию, но процентов 90 уверен, что в Virgin... Подскажите, товарищи, у кого они есть. Мне кажется, можно. На крайняк на 4 PDA напишите, может быть, даже будет быстрее, чем у меня. Лучше закачивать все это сразу на часы. Сочетание Verge и iPhone удачное. И Verge iPhone моей супруге более чем достаточно. Почему? Потому что, по-моему, там даже MSFIT-овская прога не урезана ничуть. То есть обычно, норм, Дмитрий. Будут обзоры ушей с шумодавом, полноразмерные будут. Верс, а с какого вы города? Под Архангельской области. Маленький городок, говорить не буду. Пока. Привет, а ты тестируешь только Xiaomi или другие китайские производители тоже? AutoPsy, много китайских производителей, просто основная марка это, наверное, Xiaomi и их дочки. У меня Mi Band 4, а телефон Honor работает не очень-то классно. Это не важно, просто в принципе, что вы хотите от браслета за 1500 рублей. Ни у кого он супер классно не работает. Впервые тут какие бюджетные часы купить? Amazfit Bip. Stratos поддерживает вот такие вот маленькие квадратные, либо Pace, но в них плавать нельзя. Они стоят вообще вот в районе 4000 на 11 ноября будут. За шнурки Bluetooth, на шнурки Bluetooth у меня нету топа. Пора бежать, удачи в развитии канала. Сергей, спасибо большое за поддержку. Я уже думал, что у меня отвалился интернет. Нет, пока не отвалился. Не забываем прожать лайки. У нас почти 400 лайков, за что я вам безумно благодарен. Уже заговариваться начал. Самый лучший браслет для активного спорта, самый дешевый, Mi Band 4, пожалуйста. Ульти, купи Amazfit Bip, все правильно. Кстати, про наушники Xiaomi игровые, которые накладные. Полное, зачем людей вводить в заблуждение, звук у них просто отстой, хуже я не слышал. Алексей, а вот по поводу этого можем поспорить. А с чего вы слушали эти наушники и почему вы считаете, что он отстой? И что для вас не отстой? Я так понял, что Соньки в затычке для вас топ. Я могу вам скинуть очень много отзывов людей, которые пишут, что у Sony просто ужасные затычки. Поэтому мы не будем с вами спорить. У вас свое мнение, у меня свое. Мне они очень нравятся, я их использую, эти наушники. И они мне больше зашли, чем какие-то пионеры, аутсомы или соневские уши. ТЧК. Опять же, я их использую с ноутбуком и телефоном. А что работает из ручных часов классно на данный момент? Все Amazfit-овское классно работает. Самый лучший, либо Apple Watch. Здесь их нет. Александр, вы учитываете, что в выборе смартфона... При выборе смартфона шим экрана нет. При выборе смартфона шим экрана нет. Когда планируете новый стрим? Возможно завтра, возможно в воскресенье. Вам экран на Redmi Note 8 понравился? Да. Подписался в эту среду, потому что не знаю, ничего не понял, но ладно, спасибо. Ни в одних умных часов
Нет ни одних умных часов, все это умные часы, фитнес-часы. Илья, я не буду с вами спорить, если для вас умные часы Nexa являются вот эти прям по максимуму умные, здесь все есть. Ну, хорошо. А вот по поводу всего, умные часы для меня это и бип тоже. Вот. Для вас может быть что угодно. Для вас могут быть даже, не знаю, Apple Watch не умными, потому что летать они не умеют. Что такое умные часы? Погуглите, что это изначально было. Дальше. Что те круглые, как называются, которые он посоветовал? Вот эти пейсы, Amazfit Pace. У меня одного висит. Что за часы новые Xiaomi? Нету, не у вас одного, у меня тоже подвисал интернет, не знаю почему. Даже не подскажу вам. Дальше. Что за новые часы мутят Xiaomi? Не знаю, не покупал, не тестировал. Как только протестирую, расскажу. Напишите, стрим виснет, нет. Саня, машинку Xiaomi Jeep хочу собрать. Пробей мне скидку, 9000 дорого. Напиши мне в ВК, я попробую себе и тебе. Но что-то мне подсказывает, что как-то это сложно. Напишу нескольким продавцам, может пробью. Что-нибудь слышал про Redmi 8T? Нет. Model Party, здорово, ты до нас дошел. Очень приятно тебя видеть. Можете посоветовать кроссовки для бега зимой до 5000 рублей? Может, даже у Xiaomi есть? Нет. До 5000 рублей с Cortex, чтобы они у вас не промокали, нужно идти в Соломоны, в сток и искать там. Вот, потому что Cortex единственное, что вас спасет, и там в районе пятерки можно сейчас купить, если у вас есть, вы, допустим, в Петербурге или в Москве находитесь, и есть стоковый магазин. 2 раза подвисало на пару секунд, сейчас вроде нормал. Спасибо. Сори, меня не было учебы. Учеба прежде всего, работа прежде всего, все остальное лабутень. Ну и семья. Вот. Что по поводу новых часов от Xiaomi, которые представят 8 ноября? Будете брать? Буду однозначно и вроде бы 5 ноября обязательно. И давайте еще раз вернемся к теме нашего обзора. Пока я сейчас с вами общался в течение почти уже 2 часов, я для себя, я думаю, как и для вас, выяснил одно. Stratos 2 от Stratos 3 толком ничем не отличается. Да, кнопка, да, ремешок здесь лучше, но хуже выглядит. Да, пульсомер меньше давит на руку. Да, ушки более массивные, наверное, меньше будут ломаться, хотя бы на вторых они тоже не особо ломались, и автономность здесь больше. Но здесь также нет беговых лыж, здесь также, я уверен, они будут подглючивать при плавании, и функционал тот же, ТЧК. То есть, в принципе, вот это очень близко друг к другу. Пейсы, да, они боятся воды, и у них лучше, конечно же, защита от воды. Дальше. Почему никто не обсуждает дизайн умных часов? Ведь это важно. Все умные часы выглядят как куски пластмассы. Почему нет сравнения с Huawei Watch 1, Tag Heuer Connected, часы с отличным дизайном? Потому что Huawei Watch 2 у меня лишь вот сейчас в коробке. Если стрим наберет 500 лайков, я обязательно сделаю стрим на эти часы, а потом, конечно же, сделаю обзор. И если вы хотите, сделаю еще и сравнение с бедными стратосами. Хотя я уверен, в моем сравнении стратосы, наверное, все-таки выиграют. Что можешь о TicWatch 2 сказать? Илья, у меня есть обзор и стрим на TicWatch. Это хлам. Все, кто был на стриме сегодня и у кого были TicWatch, пишут, что TicWatch хлам. Стрим не виснет. Спасибо. Неужели людям нравится дизайн смарт-часов? В основном дизайн куска пластмассы. Мне нравится вот реально дизайн стратосов вторых прямо люто. С третьими я так не уверен, не скажу. Где в Москве стоковый магазин Соломона? Очень надо, спасибо. Их несколько, поэтому вы можете написать сток в гугле, и он вам выдаст. В одном из таких я был в прошлом году. У меня есть обзор, кстати, на канале с этим магазом. Amazfit Bip 2 будут когда? Все относительно, смотря что считать Bip 2. Неизвестно. Так, что можешь сказать, уже ответил, на каких часах есть беговые лыжи. Гриша на Поларах, на Суунта, на Гарминах. Не на всех, поэтому посмотрите. Ребят, давайте еще 97 лайков. Да, спасибо. Извините за глупый вопрос, но когда открываешь спор на Али, нужно будет отсылать товар обратно. Не всегда бешеный русский. Еще раз повторяю, что каждый раз, открывая спор на Али, вы бьете по своей репутации тоже. То есть просто так стараться обмануть продавца нехорошо. Но если и правда был косяк с его стороны, возможно, вам просто вернут средства, как мне обычно возвращают. Вот. Только подключился. NFC есть и работает ли? NFC есть, не работает, в Китае работает. Дальше.
Эрик Рус 186, честный. Спасибо, я не понял о чем, но окей. Мой вопрос пропустил. Эннон, не успеваю все читать, русский нет. На этих часах нет, в глобалке есть. Это китайская версия просто. Какие кроссы посоветуешь для бега по пляжу песочному? Какие вам удобно будут, такие посоветую. Я люблю мизунки. Вот любые мизуны лучше райдера, конечно. Да, кроссы вчера в Ламоде видел до 5000, мониторит, чаще найдешь. Да, вот сейчас на Wildberries каком-нибудь точно реально выцепить халявно кроссы. Дешево, извините за мой французский. Мы 2 часа разговаривали, я не заметил. Да, Джеймс, я тоже не заметил, у нас почти 200 человек. Я безумно вам благодарен за вопросы и за фидбэк, потому что для меня очень важнее сейчас за 2 часа не напилить новый обзор, не запилить, а вот раз в неделю нормально пообщаться и узнать, что вам интересно, для того, чтобы эти дела рассказать, заказать, рассказать и, возможно, осветить. Вот про Stratos 3 я уже понял основной вектор, что вам нужно. Но, опять же, это не особо дико популярная модель. Почему? Потому что все это... Но это все просто не обязательно. То есть это аксессуар, который нужно еще и заряжать, так же как, не знаю, Apple Watch, без разницы. То есть раз в неделю вам все равно придется на зарядку вот это дело ставить. Стоит оно того или нет, это решать вам. Вот. Бипы, да, 45 дней, но выглядят они уже в моем сознании, когда MSFit выгрузили чертову тучу крутых часов, убого. Вот. Как Huawei Watch 2 совсем другой дизайн. На мой взгляд, хуже первой версии часов. Окей, то есть Huawei сделал вторыми часы хуже, чем первые. Я не буду про первые рассказывать, вы уж простите, потому что когда они были в моих руках, они жестко лагали. Ты не пробовал Honor Watch GT 2? Да, пробовал, вот прямо сейчас при вас вот попробую. А как я их пробовал, когда они были у меня в руках уже были, я расскажу уже на стриме, при вас открою и расскажу, если 500 лайков наберем. Вот такие маленькие условия, потому что одно дело на стриме, к стриму все равно надо готовиться, тратить 3 часа, можно на 3 часа потратить на обзор, потом еще часов 12, и у меня будет обзор на канале. А так мы, можно сказать, разбираемся в режиме реального времени, возможно, это не хорошо влияет на мой рейтинг, но и бог с ним. Про Redmi, что делать с остаточным изображением? Примут на гарантию? Должны. Я думаю, должны. Если это глюк, если вы... попробуйте. Попробуйте откатиться к заводским, если ничего не получится, то сэляви. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но любая гарантия – это хорошо. В любой вопрос приходите и качайте свои права. Что тебе больше нравится, Stratos или GTR? Однозначно Stratos, потому что на них можно повесить нагрудный датчик, в них можно загрузить музыку, подключить к ним Bluetooth наушники и вообще, в принципе, внешне они крутые, вот просто крутые. Но я не знаю, как объяснить. Те, кто носит эти часы, они меня поймут. Дело не в том, что я топлю особо за вот конкретно этот бренд. Если вам не надо бегать, то это довольно дорого, конечно. 10-11 тысяч потратить на это дело. Наберутся 500 лайков и сегодня же обзор? Нет, стрим сегодня GUS не будет стрима за 500 лайков, потому что я уже 2 часа общаюсь, я думаю, вы устали, я устал чуть-чуть. Я имею в виду, что если 500 лайков в принципе наберется, то завтра можно сделать и стрим, если я супругу говорю, для того, чтобы она протерпела еще 2 часа. GTS обзор будет. GTS обзор был. Было сравнение GTS, был обзор на GTR MSFit. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, Александр. В TIS AX на каком языке озвучиваются команды? Включение, выключение, спаривание. Спасибо, на английском. Притом такой неплохой английский. Тоже бипы уже надоели. Хочу что-то новее. Но автономность, конечно, вне конкуренции. Есть такое дело. А все же про большие размеры обуви. Есть такие китайские, 46-й российский. Да, есть. Это лайнингская обувь. Модель Lining. Посмотрите, на канале есть обзор на 2 такие пары. Мне безумно они понравились. Плюс одна из этих пар мне вообще досталась за 1700 рублей вместе с доставкой. И потом у меня их купил сразу товарищем. Потому что, как вы понимаете, учитывая мою специфику, хобби у меня такое, что я покупаю много товаров, и он у меня их перекупил и бегает с удовольствием, притом человек имеет очень много спортивных разрядов. То есть человек реально бегун, бегал до этого все время, покупал адики и надел эти кроссовки, ему было вообще круто. Очень понравились. А насколько популярны модели смарт-часов среди русского ютуба? Timex, Michael Kors,
Вектор не планируете тестировать? Я думаю, что это бред. Ну, у них дорого все. Дорого за марку, а не за функционал. То есть тут ничего личного, но тратить время мое и время подписчиков на эти бренды я не считаю правильным. Redmi Note 8 Pro 6128 на Али будет 12 тысяч. Стоит брать или есть другие варианты за эту цену? Ливенск, вы можете мне верить, либо верить еще кому-то. Я считаю, что Redmi Note 8 Pro очень плохо себя ведет в играх. Очень плохо. То есть относительно моего Huawei P20 Pro, который раздолбан просто в хламину, Redmi Note 8 Pro играет играть в него очень-очень плохо. Спасибо за трансляцию, красава, очень адекватный взгляд. Спасибо вам большое за то, что были на трансляции. Спасибо всем за лайки, кто проставил лайки, кто не проставил, прожимаем. И спасибо за вопросы. Мне самому очень интересно отвечать на них, потому что часть информации я беру, в принципе, в первую очередь от вас. А еще вопрос. С хорошей автономностью NFC можешь посоветовать? Спасибо. С хорошей автономностью NFC сразу нет. Ну, такого нет. У всего с NFC, чем можно расплачиваться, плохая автономность. Как я знаю, опять же. Можете меня поправить, написать вот сейчас в комментариях, либо здесь в сообщениях. Александр, если будет возможность, протестируйте GPS Stratos 3 в манеже, ловит или нет. Игорь, даже если он ловит, вы же понимаете, что он будет показывать полный хламантин. Нет, у меня здесь нет манежа, но, в общем, я вас сразу разочарую, 100% это будет лажа. Вот. И опять же, простите за мой французский, 2 часа, наверное, я уже использую не те слова, которые нужно использовать на стримах. Я бы заказал смартфон с Алика, но боюсь не попасться на брак и другие проблемы, ведь не гарантия, но цена цепляет. На Тмоле заказывайте, там РСТ, у вас гарантия российская, и не парьтесь вообще ни о чем. Что думаешь про Redmi Note 7 Pro? Думаю, за свои деньги он норм. Почему те же смарт-часы от Timex новые на eBay стоят по $68? Потому что на eBay в основном продают либо бэушные вещи, либо вещи, которые им не нужны, и логично, они хотят от них избавиться. А Timex есть у нас на Алиэкспрессе? Наверное, нет. Почему? Потому что там много комментариев можно оставлять, и не только позитивных. Стоит ли брать MSFit GTS? Да, если они вас внешне устраивают, почему нет? Уже пробовали установить Mi Home или карты, ну или плеер? Нет, я только сейчас распаковал на стриме это дело, и я уверен, что все это сюда установится, хотя я повторяю, что вот это китайская версия, и вот по моим первым ощущениям, конечно, я совершил акт ритуального понятно чего. Почему? Потому что придется мне с переводчиком посидеть здесь. Ну, очень много всякой лабутения. Непонятный для меня, потому что мне вроде бы казалось, что они будут такие же, как Stratos 2, но нет. Нет, менюшка чуть-чуть другая прошивка. И да, я еще не тестировал их ни на автономность, на суперавтономность, ни на что подобное. Вот видите, режим ультра можно включить, допустим. Допустим, мы его включаем, часы должны перезагрузиться, и в этом режиме они должны жить 14 дней у нас. Смысла покупать стратосы, чтобы они жили 14 дней, он есть. Опять же, повторяю, потому что очень многие мои знакомые в весах 100+, кому нравится внешний вид стратосов, носят их с удовольствием, и их реально много. Уже пробовали установить так. Игорь Note 7 Pro 6128, огонь. NFC очень мало влияет на автономность. Призывник, окей, может быть, сам модуль влияет, потому что он не маленький. Вот. И, соответственно, аккум туда меньше залезет. Redmi Note 8 или Note 7? Лучше 8. Не такая большая разница. Какие бюджетные часы, с которых можно фото просматривать? Amazfit Verge. Если вас интересует что-то из разряда «я рискну лемфа», ну, рискните. А у самого Amazfit GTS, как вам часы? Я их тестирую. Бенни, я вообще много чего тестирую. Я еще в TicWatch C, который C2, по-моему, который выглядит, ну, как женский, ходил, наверное, неделю. Потому что такая блогерская доля, если ты хочешь о чем-то рассказать, я считаю, что ты должен это на себя как минимум надеть и попробовать поюзать. Брать ли BIP? Глеб, если вам нужен GPS однозначно, если вас устраивает их внешний вид. Все-таки внешка важна, и по этому фактору победитель из всех на рынке так Haier. Иоанн, если вы не его реально продавец, то вы очень странно двигаете его на стриме. Почему? Потому что я прям даже погуглю специально во время того, как с вами разговариваю, сколько он стоит. Мне кажется, что стоит он космос. Если он стоит дороже 30-ки, ну убейте меня нежно, вы цену видели? Серьезно?
Вы, наверное, просто из разряда пошутить на стриме. Я рассказываю вам о часах за 10 тысяч рублей, а вы рассказываете нам о часах за 139 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, так хая, кто сидит сейчас на стриме, а нас почти 200 человек. Кстати, не забываем прожать лайк, кому интересно. Стоит 139 тысяч. Кто готов купить, можете поставить плюсики, я сразу ставлю 10 минусиков. Повторяю, что на канале нет мата, на канале у нас никто друг друга не оскорбляет. Очень много блочим людей. Почему? Потому что у нас пусть маленькая кучка, но дружная. И мы друг другу помогаем с выбором девайсов. Вы помогаете мне, что купить на обзор, и я потом рассказываю вам с критичной точки зрения, метаю плохие вещи в плохие вещи, как я считаю. Аластор. Вот кто-то готов купить плюс. Молодцы. Нет, нищеброды, не надо ничего, Юрий. Все правильно, спасибо, Model Party, никаких оскорблений. Нужно ли наклеивать пленку на смарт-часы? Я не за это, но если вы не хотите, чтобы они царапались, да. Носить на руке резиново-пластмассовые изделия – дело плохое. Иоанн, ну, у всех свои возможности финансовые. Я не могу себе позволить купить за 130 тысяч часы. Вот и все. Вот. Я могу много чего позволить себе. Ноутбук купить за 100 тысяч, ладно, но не часы. Луи Виттона видали? Конечно, Юрий видал. Иоанн, я рад, что есть люди, которые на канале находятся с приличными средствами. Это очень круто, но смысл так хая обозревать ноль. Почему? Потому что если у вас есть 130 кусков, вы пойдете все равно покупать что? Так хая. Если у вас нет 130 тысяч, то вы пойдете покупать Apple Watch. Если у вас нет 35 тысяч на Apple Watch, вы пойдете смотреть про обзоры на часы. Правильно? Вот. Что? Нет. Пусть мама зайдет. Штаны. Так. Хочется куртки или еще что-то из вещей? Везунчик, у меня есть несколько вещей от Xiaomi, на обзорах уже было. Точнее, на обзорах еще не было. У меня это в отдельной папке. Я пытаюсь сформулировать и сформировать топ-10 этих вещей для спорта в первую очередь. Я даже турник заказал. И вещи, штаны не заказывал, правда, куртки заказывал, несколько курток. К чему это все? К тому, что завтра я выгружу обзор на такую магическую куртку, как куртку с подогревом от Xiaomi. И я думаю, вам будет интересно мое мнение. Почему? Потому что я даже спойлерну. Нас 200 человек, я уверен, что кто заинтересован и так посмотрит. Я в прошлом году, позапрошлом, покупал куртку в Adidas. А в Adidas я покупал куртку зимнюю Porsche Edition. Кто знает, тот поймет, но это 10+. Понятно, что дороже десятки значительно. И в этом году я хотел купить себе дутик. Я пошел благополучно, сбегал в Uniqlo, посмотрел в Marks & Spencer и других супербрендах, которые, я считаю, я могу себе чуть-чуть позволить. Конечно же, это не Calvin Klein или еще что-то, но вот просчитывал мне на куртку 10+. Также, так они дороже, чем 10+, они дороже, чем 13+, то, что мне нравится, и то, что является тупо классическим дутиком. Так вот, поэтому я и купил Xiaomi-шную куртку, а не потому, что вы просили, потому что мне нужен был дутик в эконом-классе. И я спойлерну, куртка вот такая. То есть за те деньги, за которые продают Xiaomi эти куртки, мне без разницы, что там нет нашивки Xiaomi, мне не важно абсолютно, каким образом они их делают и сколько китайцев работает на заводе. Смысл в том, что они сделали очень годный продукт за очень низкие деньги, еще учитывая цену. Вот. Завтра, и я уверен, что если мы стрим закончим, а я надеюсь, что мы скоро стрим закончим, потому что у меня сядет телефон, мы благополучно увидите мое отношение к курткам от Xiaomi, и не слушайте никого никогда, даже меня, наверное, Everybody Lies. Читайте описание, читайте комментарии самих же пользователей. Только помните, что пользователи тоже пишут некоторые купленные. Вот. И взвешивайте за и против, особенно в вещах. Вот про шмот однозначно верхние куртки я купил одну Lining, чтобы бегать в ней, и вот куртку зимнюю от Xiaomi. И то, и другое мне очень зашло. Везунчик я обязательно завтра выгружу и скину ссылку в описании. Никита, мы вас в следующий раз забаним, если вы будете столько всего писать. Куртку для туризма от Xiaomi нет, не покупал. Она есть. Интересно, если купить в кредит Smart при возврате по гарантии, можно взять деньгами? Эдил, если вам приходится смарт-часы или смарт-телефон? Думаю, да.
Так, спасибо, куртку тоже закажу 11-го. Porsche лучше, особенно кроссовки и автомобили. Ну, логично. Но я же не Иоанн, давайте вот без понтов, потому что я не в Пуму пошел покупать что-то. Скажи, в чем смысл жизни? В целях и задачах, без разницы, философские они или нет. Для мужчины, я считаю, для женщины в гармонии. Мужчина, как только получает гармонию, мое, опять же, субъективное мнение, теряет себя. Я себя теряю, когда я получаю гармонию. Поэтому чем больше хейтеров, чем больше негатива, чем больше проблем на работе, чем больше травм, тем, наверное, мне интереснее жить. Вот. Это из разряда идеальных обществ. Вы же читали про это, если по поводу психологии. Давайте не будем. Я обязательно пообщаюсь с моими подписчиками, спонсорами на сейчас отдельном стриме после этого стрима и поговорим, может быть, за жизнь, кому будет интересно. Но в первую очередь мы разыграем сабаты и, возможно, если там еще один человек добавится, мы разыграем еще One More наушники. Вот такой я антищедрый. Потому что мне еще их придется посылать. Вот это дорого всегда, чтобы вы знали. Мне не жалко девайса. Я их купил, я их рассказал, они миссию свою выпустили. Вот. Кстати, One More покупал на Тимоле. На Тимоле, иначе бы я вообще разорился. И наушники, в принципе, хорошие. Просто все познается в сравнении, опять же, по звукам. Всегда это субъективно. Вот. Дальше. Пуму в бан. Не, ну Пума не такой плохой чувак. Последнее предупреждение. Давайте, Николай. Не спамьте, спасибо. Еще раз всем, не знаю, что всем, но спасибо за то, что вы находитесь на этом стриме. Кстати, по поводу топов до $20, и кто собирается ТВС наушники купить, забыл в топ-10, не забыл, у меня не было просто этих наушников на тот момент, я бы еще включил Halo GT. Точнее, Halo, вот эти обычные наушнички, прошки, по-моему, я заказал, они мне еще не пришли. Тоже до 1000 рублей, нормальная штука, подарить ребенку, там, не знаю, либо у вас, если не было ТВС наушников, можете их купить. Хорошо выглядит. Ничего, Pebble Time Steel, но как-то форма экрана что-то не то, но уже неплохо. Вот честно, если есть 140 кусков, мне кажется, вообще заморачиваться по поводу часов не стоит. Купил и забыл. Вот. Что будет на стриме? На каком, Дмитрий? На следующем стриме, если мы наберем еще 53 лайка, мы распакуем еще Huawei Watch GT 2. Сегодня мы распаковали Amazfit Stratos 3. Чувствуете? 2 часа 15 минут. Сильно. Вот пить хочу люто уже. Секундочку, простите, я чай попью. Точнее, дойду до чая. И у нас максимум еще, наверное, минут 10, потому что потом сядет телефон. Так, 5 секунд. 4, 3, 2. Все, я на связи. Дальше. AirPods Pro не дают поюзать, покупать, боль по ходу. Почему? Я купил. Я, Юрий, купил AirPods Pro, как заказал, как только они мне дойдут, я обязательно сделаю на них обзор. Но мораль обзора 99% будет проста, что товар своих денег не стоит, но если вы любите, не знаю, я люблю супругу, она любит AirPods, я думаю, эти наушники за 21 тысячу будут ее еще больше мотивировать в каких-то вещах, в которых она мне помогает. И дело в том, что они ей не нужны, я считаю, что это просто нереальная цена. И уже изначально, видите, я практически уже сделал обзор. Но посмотрим, как они себя еще ведут. Я их обязательно протестирую по-хорошему и расскажу. С разными девайсами, самое главное. Лучше налей пиво. Николай Сизов, я ровно... Да какой ровно? 10 лет и 2 недели уже не пью, поэтому пиво не налью. Я заказал Halo GT Pro, но вот вы сказали, что они бракованные, я забеспокоилась. Нет, Диана, я сказал, что у них много брака. Не факт, что они бракованные. Вам попадутся. Сергей, стрим сохрани, пожалуйста. Я обычно сохраняю эти полупозорные стримы, потому что кому-то может быть полезно. Кстати, тем, кто смотрит мои стримы, маленький лайфхак. Вы не обязательно их смотрите. Вы можете просто слушать, потому что это такое, как мини-радио, я считаю. Интересно, если купить в кредит смарт, уже спрашивал. Я думаю, может быть, да. Еще раз спросишь, придется принять меры. Дмитрий Иванов, вы смотрели обзор бритв Xiaomi? Там сразу несколько ценовых категорий. Да, по поводу, кстати, бритв. Если зубные щетки это 100% Xiaomi, по поводу бритв напоминаю, если у вас есть десятка, конечно же, лучше покупать Panasonic. Если у вас есть 5-7, конечно же, наверное, лучше Braun. Но Xiaomi это именно эконом-класс. Есть те, кому они заходят и кто пользуется ими просто годами, получается уже. А мне, допустим, они заходят в первую очередь. Егор, огромное спасибо, что вы стали моим спонсором. Вот таким образом у нас и увеличивается мини-тусовка.
и за поддержку автоматом. Это серьезная поддержка моему каналу, в первую очередь моральная. Почему? Потому что я знаю, что когда спонсоры есть, значит кому-то прям очень интересно. Планируешь подкаст выпускать? Нет, Дмитрий, да и у меня на 2 работы. Вот фактически это уже стало как моей 2-й работой. Вы видите, сколько обзоров я выгружаю. А вы посчитайте, сколько времени мне нужно выбрать товар, купить товар, получить товар на почте, вскрыть. Ну, то есть, проще говоря, помимо того, что вы видите на экране в течение этих 5 минут, есть еще чертова туча времени, в которой я тестирую эти товары, потому что у меня нет ни операторов, ни еще кого-то. Во-первых. Во-вторых, даже если у меня будет какая-то тусовка когда-то в жизни, там, через лет 20, однозначно все товары я буду пропускать через свои руки. Почему? Потому что карму портить нельзя. Я сплю очень хорошо, и мне в жизни везет, я считаю, потому что я говорю правду. Вот. Кратко. И в первую очередь на канале, потому что много тысяч человек смотрят мои обзоры, и я не хочу, чтобы меня вспоминали благим матом. Если вы уже купили девайс и посмотрели про него, мой негативный обзор, это бог с ним. Главное, чтобы вы не покупали, или я не советовал то, что, по моему мнению, является негативным. Дальше. А где ты все заказываешь, чтобы было проверено без кидалова? Везунчик кидают везде. Я покупаю в 99% на Алиэкспрессе все. Либо Тмол, вот, допустим, One More, Hello, понятно, Алишка. Здесь мне товарищ помог купить, потому что на Алишке не было. Стратосы вторые вообще в Питере в магазине покупал, потому что на Алиэкспрессе была космос цена, я добавил 1000 рублей, был в отпуске. Пейсы покупал на Гербесте, когда он еще был приличным. Бипы то же самое на Алишке, Сайла был на Алишке. Полары покупал с рук в Питере. Во, видите, как все просто. Это на Тмоле. Некса мне тоже помогал товарищ с Дальнего Востока купить. Не забываем прожать лайки, 458, спасибо большое, может быть до 500 дойдет. Боевой гном учится, 6,5 лет, школа, грызет гранит науки, не худший, не лучший, но тянет, молодца, самый мелкий в школе в первых классах, из первых классов. Ровно 6 лет и 6 месяцев было на 1 сентября, когда он пошел, кому интересно. Стоит после бипов брать пейсы? Да, почему нет? У вас появляется не только GPS, но и функция, такая как подключение нагрудного датчика, что самое важное, и музыку можно будет закачивать. Только что стал спонсором, удачи в развитии канала, интересно смотреть и слушать. Спасибо большое, Егор. Если речь ушла о наушниках, насколько хорошо звучат i9000 TVS и i9000 TVS Pro? Николай, если кто-то из вас сможет подписаться сейчас на канал у меня в Инстаграме, вы увидите, я там выкладываю видосы с тем, что мне приходит. Ну, не очень много спойлерю, по той причине, что маленькие мои, ну, несмотря на то, что я тоже маленький канал, но еще меньшие каналы, либо больше смотрят что-то и начинают рассказывать раньше, чем я. Так вот, у меня скоро будет много интересного на обзоре, вот как раз из разряда фейков, которые я никогда не советую. Хорошие, они плохие, это всегда фейки. Лучше купить Hello GT за 1000 рублей, чем подделку AirPods за 3000 и делать вид, что у тебя есть 10 тысяч. Я не знаю, это называется метать бисер перед хрюшками, как в старо-давние времена в 90-е говорили дяди нехорошие. Беговая куртка Лайнинг будет обзор? Возможно, Илья, я в ней вот сейчас бегал. Норм. Адекватный блогер, не зажравшийся, все просто и доступно, молодец, творческих успехов. Спасибо большое. Варвар, я тебя услышал, напиши в ВК, и я постараюсь, я и себе хочу купить ее. Уже забыл как-то про нее. Когда обзор на Стратосы 3? Сергей, сегодня был у нас стрим распаковка, ну делайте мне плюс неделю хотя бы. Дайте я проюзаюсь. Можешь добавить Игоря, спонсора, в модераторы? Пусть он напишет, и я его добавлю. Егора, окей. Егор, если не сложно, будете модератором. Мне будет приятно, спасибо. Блин, поздно зашел, надо будет что-что. Пересмотреть позже. Удачи всем. Диджей, счастливо, не забудь прожать лайк. Главное, не превращайся в Вилсу. Не, я так не отъемся, Дмитрий. А вообще Вилса норм чувак в плане делания денег. То есть он хороший бизнесмен. Я не знаю, я ничего не имею против таких каналов больших. Но смотреть я его не могу. Да я даже Андронюс уже не могу смотреть после того, как он TicWatch разрекламировал. Для меня это мини-суицид. Они трафиком делают деньги, и они будут их делать, и они молодцы, потому что это их бизнес, у них людей много работает. Я не знаю, как они спят, потому что когда ты обманываешь столько сотен тысяч человек, наверное, у тебя вот как раз проблемы с щитовидкой, лишним весом и же с ними. И по поводу еще негатива. С негативом тоже нужно аккуратнее. Я очень часто
в своей деятельности в первое время перебирал с этим негативом, с желчью. Мне за это стыдно и перед подписчиками, которые сейчас здесь есть. Но что было, то было. Я стараюсь быть позитивнее. Спасибо, что меня смотрите, несмотря на какие-то вот такие перескоки. Потому что орать матом в камеру самое простое. Бить себя в грудь и напоминать о 2 высших образованиях. Да, не у меня есть, не знаю, о КМСах, каких-то еще какой-то лабутени. Все это не важно. Важно это только то, что люди, которые тебя слушают и смотрят, хотят знать о девайсах, которые не могут, либо могут себе купить, но у них нет времени с ними разбираться. И я это и делаю. Это и есть миссия в моем понимании техноблогера. Остальное это все шутовство, либо бизнес. И вот как этот бизнес и шутовство спит по ночам, я не знаю. Ну вот, спят. Так, а ты купишь новые часы Xiaomi? Конечно, куплю. Ответа я так и не услышал. Мне нужен совет, что брать. Я лишь просил про качество звука. Николай, у меня вот чертова туча обзоров. Посмотрите на канале. Сегодня у нас не посвящен стрим обзору наушников. И я, если честно, даже забыл, что вы спросили. Спасибо, ждем следующих видео. Спасибо. Вам спасибо, Алексей, за то, что смотрите. Я убежал, напишу в ВК. Окей, Вилса не может быть по определению ничем хорошим. Да он как ОРТ, да, Александр. Плюс такой крупный. Вилса кладет на своих зрителей болт. Так себе пример, которому можно подражать. А я что сказал Юрий, что я ему подражаю? Я говорю, что это абсолютно другая категория. Он ОРТ, он как канал. Не знаю, он не блогер. Это не блогер, это машина для делания денег. 8 лямов зрителей, убейте меня нежно. Ну что так сказать, не покупать гармины, эконом и берем MSFit. Призывник, если у вас есть такая дилемма, то вы можете гармины купить, себе позволить. Покупайте гармины. Потому что если вы купите MSFit, и если у вас они, не дай бог, начнут подглючивать, вы будете меня вспоминать благим матом, а в гарминах можно кататься на лыжах. В стратосах это делать нельзя. Не считают они эту активность. Syllable S101 Tronsmod Spunky Beat. Стоит ли переплачивать за S101? Да, мое мнение. Хотя выглядят они странно. Дай бог, чтобы деньги не сделали тебя хуже. Я думаю, что ты понял, о чем я. Андрей, у меня все хорошо с деньгами было и до канала. А сейчас я не знаю, наверное, баланс на канале в нулях, потому что покупаю я прям сильно много. У меня, ладно, не будем. Все нормально. Пойдет время, наберешь подписчиков и будешь тоже жировать и толкать всякую дичь. Нет? Николай, нет. И поэтому стримы я сохраняю, и можете кропать вот эти фразы мои по поводу нет, потому что я знаю, как все работает по-другому. По-другому если бы вы примерно представляли хотя бы, какое количество предложений рекламы я уже отклонил, то вы бы, наверное, поняли. И это не понты, это вот можете посмотреть на 100-тысячные каналы и прикинуть, сколько у меня бы могло быть с моим трафиком. Обычно у меня трафик больше среднего. Я стараюсь очень. Так вот, можете прикинуть, сколько рекламы я не запихиваю в свои ролики и не планирую это делать, пока нет необходимости. У меня есть вы меня поддерживаете, потому что пока вы меня смотрите, у меня все хорошо. Можно было бы сделать больше, наверное, но у меня бы были другие люди в подписчиках, у меня другие люди бы смотрели стримы, и это меня бы не устраивало. ТЧК. Подскажите, пожалуйста, есть ли телефон с хорошей камерой, как у Pixel 2? P20 Pro, Huawei P30 Pro, и мне нравится, очень нравится камера Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Я не знаю, кому она не нравится, точнее, большинство пишет, что камера хлам, мне она нравится, хотя камера по моим меркам тормозная, сама оболочка тормозная у них, процессор ужасный, и кроме камеры все плохо. Вот. Хороший экран, ладно. В гарминах можно спать на яхте, они могут просвистеть, если снесет с якоря. Андрей, если у вас есть деньги на яхту, я вообще не понимаю смысл тогда заморачиваться на стратосы. Расскажи о своих спортивных целях или достижениях. Да никаких у меня ни целей, ни достижений. Мне 35 лет, я хочу хотя бы всегда иметь возможность пробежать 20-ку. Нет у меня толком ни достижений, ни целей. 800 я бегаю за минуту 54, 400 я бегаю за 56 уже 17 лет. И ничего не меняется, и вряд ли что-то поменяется. Я обычный профан, вот. Но 20-ку я подтянусь, такое что-то, в общем, обычное. Много выложил в развитие канала, да, очень много, можешь посчитать. Так вот только это посчитать. Нет, рекламу я одну покупал всего, она принесла мне 2700 подписчиков, из которых ушло потом 2200, это был канал Миллионник. Вот, потратил я 18 тысяч, больше ничего не покупал. Пытался покупать у нескольких блогеров, но к тому времени у меня уже было несколько десятков тысяч человек. Вот, в общем, меня посылали. Посылали с моей рекламой, ничего мне не получилось.
Очень много времени, Глебыч, потратил. И трачу, и буду тратить. Ой, у меня тоже телефон на мало батарейки не жалуется. Ок. Через сколько примерно будет обзор на Halo GT1 Pro? А скорее всего, скоро, когда дойдут. Пока не пришел. Глеб, продам гараж Pixel 3. Смешно. Так, не забываем прожать лайк. Почти 5 сотен мы набрали. Будет очень круто, если наберем. Буду вам очень благодарен. Это будет один из лучших моих стримов. Потому что Стратосы 3 я купил исключительно для вас. Потому что Стратосы 2 у меня были. Ну ладно, и для себя. Но в надежде, что здесь будут беговые лыжи. Но беговых лыж нет. И печаль. Печаль, что я могу сказать? Печаль, круто, что я могу сделать на них обзор, но это не особо хайповые темы. Почему? Потому что стоят они довольно прилично и выглядят они не так круто, как, допустим, GTS или GTR. Опять же, по моим меркам. Вот если брать, допустим, вот он, GTR-ки, GTS-ки и наши великолепные Стратосы. Трансфлективный дисплей, он проигрывает конкретно этим красотулям. Вот. Как бы так. Если кратко. Горные лыжи есть, Алекс, а вот беговых нет. Дальше. Всем добрый вечер. Здорово, Алексей. Глебыч, Xiaomi Rus писал по поводу амбассадора с твоей стороны. Что за амбассадор? Что за амбассадор? Это что? Напишите, я не понял. Вкратце, что там по Стратосам 3? Хороши оказались? Многим лучше вторых. Стратосы 3 оказались немногим лучше вторых. Физически у них безель не позволяет экрану царапаться. Кнопка отсутствует, поэтому не мешает отжиматься. Удобнее расположен пульсомер. Может быть, он даже лучше, но не факт. То есть он не выпирает. Ушки посерьезней. Весят также. Удобнее платформа для зарядки. Такая магнитная. И автономность, есть режим 14 суток. ТЧК, все, наверное. Вот видите, как кратко. Максимально кратко, а стрим идет уже 2 часа 30 минут. Вот такая лабутень. Везунчик, я инженер радиоэлектронных средств. А Сабат лучше, чем S101? Нет. Для рока нет. Так, можно меня админом, плиз? Нет, Пума, ты пока еще мне не так близко знаком. Ренат, извини, что зашел поздно. Да ладно, я стримы в конце концов сохраняю. Дальше. Амбассадор, представитель, рекламное лицо. Это кто? Я просто не в курсе. Александр, у меня есть, кстати, амбассадор, у меня есть антиамбассадоры, которые, в общем, конкретно меня троллят. И вот как только они меня троллят, у меня приваливает подписоты, ну, подписчиков, извините за грубость. То есть, проще говоря, как только меня начинает кто-то конкретно прессовать, у меня кривая идет, ну, в среднем там 300 подписчиков в день. А как только на меня начинают гнать кто-то, какой-то канал, у меня 1000. Поэтому чем больше негатива, я так понимаю, амбассадоры, наверное, это мои хейтеры. Их, наверное, человек 20 есть. Я им очень благодарен, особенно каналам. Я их обожаю, потому что без них у меня бы точно не было 100 тысяч. Только благодаря ним, это без сарказма, потому что SEO увеличивается просто космически от того, что они меня смотрят, слушают. И когда еще комментят или что-то подобное делают, упоминают, это вот так. Так что, хейтеры, вам, положа руку на сердце, огромное спасибо от канала. Без вас бы его точно такого удачного не было. Дальше. Владею Stratos 2. Переходить на 3 или подождать? Алексей, не вижу смысла. ТЧК. Если только для автономности. Ну и плюс у вас батарейка, если уже начала умирать. Пожалуйста, сравни китайские часы с гарминами типа Frontier и Vivo Active. Если что, про них знаешь. Не хочу. Дорого. Точка. Привет, можешь подсказать, когда уже запилишь обзор на куртку? Завтра с утра, Данила. Я раз 30 об этом уже сегодня сказал. Ну ты типа шаришь за эту продукцию, разбираешься в мелочах, и вполне неплохо будет, если они будут всячески заинтересованы в плане обзора от тебя. Глебыч, ты имеешь в виду с кем-то договориться? У меня времени, тупо на это времени не хватает. Я говорю, если бы вы читали переписку с людьми, которые пытаются у меня купить рекламу, вы бы прослезились.
У меня нет времени на их переписку. Посоветуй смарт-часы до $35. MSFit Mi Band 4 смарт-часов точно нет. Браслеты. Как вы думаете, будут ли лагать смарт-часы на морозе? Однозначно. И дохнут батарея будет. И еще убить их можете. Мой коммент пропустил. Абидин не успеваю я все читать, как вы видите, потому что иногда развернутые ответы нужно делать. Странно, что они Stratos 3 выпустили. У них же есть GTS, GTR. Да не, ну Stratos 3, на них можно повесить нагрудный датчик, в них можно закинуть музыку. Эту музыку можно проигрывать с наушников. У них есть автономность 2 недели, есть возможность сделать. А так неделя это довольно круто для таких часов. У них очень крутой ремешок, намного удобнее вот эта платформа, и поэтому ничего удивительного в этом нет. То есть это абсолютно другой продукт. Это продукт для спорта. А еще для тех, у кого есть крупные руки, крупный лишний вес. Ну и лишний, не обязательно лишний, если высоту весите, эта штука вообще будет норм выглядеть. Я видел просто на крупных мужиках, выглядит нормально. Хотя я фанатею от вторых стратосов, ношу их с удовольствием. Здесь сейчас GTS-ки, потому что я их разыграл, и потому что на них у меня есть обзор довольно хайповый, который я бы хотел посмотреть. Model Patty меня никто не купит, я слишком противный. Amazfit Verge 2 не успел, допилил, ответь, пожалуйста, повтори, пожалуйста. Не могли бы вы посчитать бесплатным амбассадором? Ничего не понял. Понял, купил GTS, через неделю продал, игрушка, даже платные программы не вытаскивают функционал. Увы, к сожалению, да. Про амбассадора. У крупных фирм есть практика работать с такими рекламными представителями, мотивировать их и зарплатой или бесплатным товаром. Александр, ну, я говорю, по поводу бесплатных товаров мне кое-что присылают, я иногда об этом даже говорю. То есть есть вещи, но я за них принципиально не беру денег. Я сейчас объясню почему. Потому что если вы берете деньги, то вы должны сделать какую-то определенную вещь. Я допускаю, что я буду брать за что-то деньги. Это раз. За что? За то, что в чем я буду уверен. То есть тупо, если мне напишет Xiaomi, напишет давайте, ну или Midja, и напишет топи за Stratos 3 получше, и мы будем тебе платить. Вообще проблем никаких, просто никаких. Почему? Потому что для подписчиков я могу на стримах рассказывать супер реальное положение дел с супер критикой, а на обзорах критику делать более мягкой. Вот и все. Пока вряд ли это реально. Ну, опять же, как я могу не рассказать, что там нет лыж беговых? Я просто не буду на этом акцентировать внимание. Все это довольно просто делается в обзорах. Вот. Как бы так. Наверное, вот так. Но если мне напишет Лемфа, как описали, я не могу с ними договориться. Они мне послали Лемфа 11, и они мне почему-то не дошли. Мне кажется, они их тормознули, когда я про Лемфа Лем 10 рассказал. Про куртку повторюсь. Баскетбольный вариант у Xiaomi реально. Высокий рост, длинные руки. Печально даже, что топ-фирм от спорта нет. Ну, это вообще вещи лучше мерить. Повторяю, слышал, что выйдут смарт-часы от Xiaomi на оболочке Google. Надеюсь, на них NFC будет работать. И я надеюсь. Как тебе кроссовки Asics? Топ. Но нужно подбирать, и их у них очень много фейков. Ты специально хейтерские видео делаешь про себя? Типа пиар и видео пользы нет? Ты. Албинджимити, если вы будете упоминать что-то подобное на канале, то мне придется вас забанить. Почему? Потому что это все является рекламой других людей, других каналов. Нет, не специально. Я бы так плохо не сделал. Пойми уже, твои часы на руках, ты ничего не понял. Дальше. Ты договаривался так, что если спонсор видео понравится, тогда пусть высылает деньги, а нет, так и суда нет. Ну, я не буду. Да, это специфическая штука. Если вы хотите спросить, кидал ли я кого-то, нет. Скажу так. Amazfit Verge 2 достаточно давно вышел, месяца 2-3 назад. Говорят, на старте софт был ужасный. Как думаешь, его допилили? Если да, стоит ли заказывать 11.11? Amazfit Verge 2, думаю, нет. Ну, если вы только не фанат. То есть я, опять же, вот эти вот Verge 2-Nex советую, потому что часы очень интересные. Если вы уверены, что вы сможете повесить eSIM на них, это просто кладезь. Но если нет, то нет. Однозначно. Посоветуйте часы с камерой, с которой можно сфоткать и отправить по WhatsApp. Нурбек. Это только Лемфа, но это такой... это дорого относительно и, что я могу добавить к тому, что это дорого, что это глючно, и они могут сдохнуть на второй день. Привет, у меня Mi Band 2 стал тусклый экран даже на 100%, потому что он старый у вас, наверное. Mi Band 2 вообще очень древняя модель.
Александр, подскажите, как 11 числа на Али заказать часы за 11 тысяч, если максимальная цена со скидкой будет 13 200? Потому что есть купоны от Алиэкспресса, есть купоны от продавца, есть кэшбэк-сервис. Мой можете увидеть в описании. И есть еще кэшбэк по карте. Если суммировать все ссылки, скидки, вот где-то так 11 выйдет. Так. Сет я не вижу, где спамят. Мне кажется, его мне вообще не показывают. Да, хорошо спамит. Где Xiaomi пойдет в медицину? У них есть вот этот вот, который меряет температуру, градусник дистанционный, но не особо топовский. Нет, я не о том. Окей, Андрей Бекжанов, я не спамлю, просто пересылаю сообщения, если их не прочитали. Но я не против. Пропустить весь стрим, а так хотел Стратоса посмотреть. Вкратце как огонь. Мне понравились внешне меньше, чем вторые, это раз. Доработали они, есть вещи, которые доработали. То, что мне надо от них, они не сделали. Это ЧК, здесь нет беговых лыж. Вот. Не забываем прожать лайк. Может быть, до 500 мы доведем. Я буду вам очень благодарен. И дальше. У Mi Band эта проблема прям была. Слышу про тусклый экран уже 6-й раз. Нет, он просто дохнет. И брак существует у всего. А с каких часов можно списывать? Amazfit Verge, Amazfit Nexa, Лемфа. Лемфа у меня был обзор на канале. Они 6900. Какой 6900? 7500 я купил. Я думаю, реально там в районе 7000. Даже дешевле можно купить. Какие-нибудь попроще модели. Дальше. Что скажешь про часы с No 1D98? Я скажу сложное название и понятия не имею, что это. У меня Mi Band 4 до сих пор живы. Круть. Но Mi Band 3, он чуть-чуть поживее, чем Mi Band 2. Mi Band 2 совсем древний. Я нажал лайк 3 раза. Если вы нажали лайк 3 раза, значит его нет. All in one. Не забываем подписаться на канал. Кто сейчас сидит на стриме и вдруг не подписался, мне будет приятно, если вам зашел такой формат. Формат стримов всегда длинный. Формат роликов, как вы видели, максимально короткий. И вы на стримах, либо ВКонтакте всегда можете уточнить какие-то вопросы, либо какие-то вещи из разряда специфических, то есть что бы взял я. Но я не буду вам расписывать. Есть обзоры, в обзорах я все объясняю. В обзорах, сравнениях, стримах. ВКонтакте вы примерно представьте, у меня в среднем приходит 900 сообщений в день на YouTube. Если я поставил лайк, значит я его прочитал. А если я лайк не поставил, значит это был либо какой-то супер негатив, либо я его не... скорее всего супер негатив, или мне что-то не понравилось. Если ваш коммент подразумевает ответ, то я стараюсь ответить прямо там. Поэтому смотрите, что оставляете, я стараюсь отвечать. Но читаю стабильно. А ты L9 Green Tiger заказал уже? Понятия не имею, что это такое. В чем смысл беговых лыж, если часы могут сдохнуть зимой? Есть Polar H10 или H7. Нужно сделать часы так, чтобы они не сдохли зимой. Питер, здорово! Когда Band 4 можно будет заплатить в России? Думаю, не скоро. Алекс, никогда. Да нет, может когда-нибудь сделают. Подскажите, на Stratos 3 можно управлять музыкой во время включенной тренировки? Я не помню, по-моему... Да, на Stratos 3 понятия не имею, потому что я их еще не тестировал. Но 99% что да, если вы будете с них проигрывать. Какие из телефонов, на ваш взгляд, сейчас топ по качеству съемки видео? Huawei P30 Pro ТЧК. Айфоны, может быть, последний, я еще не купил супруге. 11.11 будешь заказывать что-то? Да, у меня корзина полная, и я прям не знаю, где деньги взять на все это. Расскажи, пожалуйста, про кроссовки. Сергей, у меня есть топ-5 кроссовок на канале и, наверное, обзоры на кроссовок 10 точно. Те, что мне зашли и что я покупал на Алиэкспрессе. Что скажешь про телефон Honor 20? Ничего, у меня Honor 20 Pro, и я безумно ему рад. У меня Mi Band 2 сдохли несколько раз, лежали долго, потом опять оживали, но под конец сдохли, хотел сам поменять батарейку, но расковырял так, что ремонту не подлежит, не советую. Да, самому ремонтировать эти девайсы не стоит. У меня iPhone, Саша, у меня iPhone, что лучше Amazfit GTS, Apple Watch первой серии, цена одинаковая, примерно 10 тысяч. Добавьте чуть-чуть и купите Amazfit, Apple Watch третьей серии за 13. И будет вам радость, Саша, если у вас iPhone. Как можно так быстро говорить 2 часа? Fitjet, вот сейчас я просто отпустил его же, если честно, я говорю значительно быстрее, а в стриме стараюсь говорить медленнее, чтобы люди успевали услышать. Если надо, говорить буду медленнее и тише. Какие ты посоветуешь беспроводные наушники другу? Ян, есть топ-10 на канале до $20, а до 50. Слышал о сотрудничестве с Xiaomi и с MasterCard? Да, слышал. Но пока не вижу. Можно ли отвечать со Stratos на уведомления шаблонами? Нет.
Какие MOSFET стоит взять, чтобы они уведомления требованиям этим соответствовали? Как я знаю, только Verge 1 и Verge 2-Nexa. Когда про LEMF и LEM10 будет обзор? Про LEMF и LEM10 уже был обзор и стрим. Посмотрите на канале. И про 11 мне еще почему-то они не дошли. Закажи какие-нибудь бюджетные часы до $30 для тех людей, у кого нет денег. Они есть на канале Миши, у меня несколько обзоров на подобные часы. Купил Mi Band 4, доволен после двухслойной двойки. Не понял, но хорошо, я рад. Не понял, но очень интересно. Андрей, на форуме говорили, что на Stratos 2 нельзя свернуть тренировку, значит и музыки переключить нельзя, только с наушников. Нет, нельзя свернуть, но переключать-то можно. То есть вы можете наушниками, по-моему. Я протестю, я как-то переключал. Или меня глючат, но, по-моему, в принципе, я, видите, не бегаю с наушниками. Вот. И когда я бегал, по-моему, я переключал, умудрялся. Ну, когда тестировал. Музыка из сериала «Кухня». Да. Артем Зайцев. DT98 можно отвечать шаблонами. Круто, я понятия не имею, что это такое, но я очень этому рад. Генератор кофеина в организме, наверное. Море, да. Нет, это... У всех свои спецспособности. Я правильно понял, что вышли новые Стратосы? Да, вот эти Stratos 3. Кстати, по поводу скорости, когда я пересматриваю свои стримы, мне кажется, что я разговариваю прям безумно медленно, чтобы вы понимали. Да, 500 лайков есть, и знаете, что это значит? Скорее всего, мы завтра с вами вскроем GT2. Пишем плюсики, если вы хотите посмотреть GT2 на вскрытии. Понятно, что обзоров было много, понятно, что это не такая мне интересная тема, как и вам Stratos 3, но да, я так понял, что всем хочется вскрыть это дело, я рад. Ставим лайки, не забываем, постараюсь завтра сделать стрим, опять же, если договорюсь с супругой, потому что это хардкор. Сегодня я забрал 3 часа у своей семьи, и если завтра, в принципе, если все будет good, если у меня не будет по работе дел, то тогда замутим. Так, стоп с плюсами. Давайте, наверное, заканчивать, потому что мне еще нужно провести мини-стрим с розыгрышем, по сути, 2 пар наушников уже со спонсорами. Опять же, добавляться, соответственно, вот эти One More уйдут так же, как сабаты, одному из спонсоров. Там их всего 30 человек, уже 2 пары наушников они выиграли. Сейчас еще, получается, 2 пары выиграют. И еще будет следующих 10. И давайте чего мы разыграем? Разыграем мы тогда Weiser E3. Тоже нормуша, никакого брака. И мы теперь знаем вектор развития, правильно? Удачи в развитии не только. Спасибо вам, спасибо, Андрей, за стрим. Надеюсь, сегодня качество было более-менее. Разве неофициальные прошивки не добавляют возможности ответа шаблонами на удавление? Артем, понятия не имею, не ставлю неофициальные прошивки, потому что мне часы за 10 тысяч очень дорогие. Если вы на 4 PDA про такое читали, напишите мне ВКонтакте, буду вам безумно благодарен за эту информацию. Постараюсь проверить. Блин, 186 человек, вы что, все в Москве живете? Идите спать. Так мы все, заканчиваем. Спасибо большое за то, что посмотрели этот стрим. Стрим я обязательно сохраню, как обычно сохраняю. О, чувак, как тебе нагрудный датчик Polar? Все, хочу купить, никак не определюсь с выбором. Берите Polar H10, не ошибетесь. Все идеально, спасибо. Батарея меняется на Стратосах или если сдохла, то в утиль? Как я знаю, кто-то их меняет, но, по-моему, утиль. Спасибо за стрим, вам спасибо. До сих пор в выборе GTS или GTR взял. GTR сдохли через сутки, вернул, но все опыт был хоть и короткий, положительный был. Вот теперь в сомнениях. Купите Стратосы. Примерно та же цена. Вам спасибо, Андрей. Счастливо, Ренат. Давайте пишем по одному разу. Я всем говорю до свидания, кто успел написать. И, Сергей, прыгаешь с темы на тему. А как еще, если у меня столько комментариев в единицу времени? Миша, Honor Magic Watch, good часы? Нет, мне не нравятся. Ну, может, они и good. Море, да. Счастливо, Николай счастливо, Миша счастливо, Сергей счастливо, Тимка счастливо, Макс счастливо, Мурат, я успею, ну задавай, Егор счастливо, Пума счастливо, All in One, удачи, Андрей, мы сейчас зайдем, кстати, всем спонсорам не забываем, что сейчас у нас будет отдельный стрим через минут 10-15. Привет, можно вопрос, какие наушники посоветуешь до 70 баксов? На канале есть топ-10 до 50. Спасибо тебе за добрый человек. Вам спасибо, Дмитрий. Счастливо, Саня. Счастливо, Андрей Швецов, Павлов. Так как тоже Андрей Виталий счастливо. Алексей счастливо. Абидин удачи. Илья удачи. Мурат счастливо. Тимка счастливо. И Вова счастливо. Виктор счастливо. Все, давайте. Stratos 3 за неделю постараюсь сделать, чтобы было интересно. Может, побыстрее сделаю, но значит качество будет хуже.
Вам спасибо за то, что тусили. Не забываем прожать лайк. Стрим оставлю, если будет немного хейта, на что я очень надеюсь. И что? Спонсоры, увидимся. Всем остальным пишите в ВК, добавляйтесь в Инстаграм, Фейсбук, Контакт и Инсту. Ну вот Инсту. Ну все. Good luck. Спасибо, что были на стриме.